Теперь только осталось подзарядка телефона, чтобы стало хорошо. Прямо заряжать в него. 80% есть, если не будет заряжать, ничего страшного. Главное, что мы здесь. О, заряжает, отлично. Народ, это мы. Все, теперь мы можем идти с тобой. Пока народ подсоединится, пока нам начнет что-нибудь писать, мы сможем просто пройтись. Сегодня у нас прогулка, воскресенье и утро. Значит, таким образом у нас прогулка по городу Буэнос-Айресу, по парку. Парк роз, потому что мы почитали, и Света говорит, там в парке роз уже цветут розы. У нас вообще в Буэнос-Айресе сейчас очень сильно все расцветает. Я был вчера в другом парке, там было. Ты смотришь, ты показываешь. А что я показываю? Я нас показываю. Вот. Там было в другом парке уже сейбо цвело. Уже у нас в районе начала жакаранда цвести. Соответственно, попугаи нам сейчас не будут давать. Так, кто-то появился? Или никто еще не появился? Или все спят? В воскресенье должны не спать. И периодически надо менять, как бы, чтобы хоть что-то прочитать. Вот, один человек нас уже смотрит. Это уже достижение. Приветик. Ну-ка, один наш зритель, напишите, как нас слышно и видно. Нам бы это было очень интересно. Кто там и откуда к нам зашел на стримчик. А мы вам за это покажем город Буэнос-Айрес сегодня. Можешь переключить, Лё? Да, переключу. Вот такое. Какой-то один зритель у нас с тобой есть. Ты что, знаешь как? Смотри. Чтобы не Два было много зрителя дорог. у нас вот так. есть. Видишь? Давай. Чтобы небо точно. было. Давай. Смотри, постарайся не шатать, чтобы не болталось. Ну, для того, чтобы не шатать, надо не ходить. Тогда давай, потому что ты не можешь Не, я шатать. имею в виду, смотри, И я что имею в виду, хорошо. небо было тоже Да, видно. у нас уже есть два товарища, правда, которые не умеют писать и не могут написать, слышно нас или не слышно. А может, они не пишут, потому что нас не слышно. А может, они посуду моют, и у них руки заняты. Да, народ, кто там посуду моет, напишите. Ну, кто-то руками моет посуду. Это У кого-то правильно. сломалась посудомойка, и они теперь моют руками. Значит, это для любителей города Буэнос-Айреса. Смотрите, как у нас тут сегодня. Солнце, пальмы, летают самолеты, летают попугаи. Все идет круто. Это центр Буэнос-Айреса, называется Парк Роз. Сюда это на Палермо. Вот уже 4 человека. Может, видел я Буэнос-Айрес 12 лет назад. Все хорошо слышно. Антон, спасибо. Спасибо, что написал. Так, у нас в воскресенье мы решили прогуляться. Прогуляться по парку. И заодно и сами посмотреть, и вам показать. Бо мы в этот парк, честно говоря, приезжали, наверное, около года назад. Давно уже не приезжали. Соответственно, так сказать, вылазка выходного дня, для начала дня. Здесь много наших ребят. Так как это Палермо, я смотрю, тут это русскоязычных сейчас будет больше, чем аргентинцев. Потому что как минимум 2 или 3 пары мы уже встретили, пока только зашли в парк. Вчера поехал на рыбалку, ко мне приезжал Саша, с которым мы ездим на океан со своей семьей. Вот, малышом. А потом подошел, хотел поснимать, я же там на испанском снимаю рыбалку, хотел поснимать, тоже одних ребят подхожу, Какое на испанском дерево? им говорю, да. Они говорят, можешь говорить на русском, мы здесь, говорит. Гляньте, Тебя какое смотрим. дерево не помещается в экран. Ага, вот это все одно и дерево, Да. крона. В экран не заходит. Так, точно розы расцвели, смотри. Ну да.
Сколько нас уже? Нас уже 6 человек не спит. Всем привет. Не спите. Вы всем привет. Мы вот такие, гляньте. Сегодня можете позадавать даже Свете вопросы. На ней есть микрофончики, если что, она вам все ответит. А то привыкли, что я как бы только один, который тут говорящая голова. Теперь у нас 2 сегодня говорящих головы. Так что давайте, пишите свои вопросы, кого чего интересует. Кстати, эти розы, когда их обрезают, то черенки Раздают. дарят, да. Ну, в смысле, пишут объявление, Пишут что кто объявления хочет, в Фейсбуке, может на приехать. страничках на всяких, да. Когда делают розам обрезание, их раздают, дарят. То есть можно посадить себе. У кого есть. Так, кто-то проявил активность. Приветик, мои дорогие. А смотри, посып корой Да. деревьев, да? Да, под розой у нас это называется, эта роза вот так. А под розой у нас, видите, не песок, а кора деревьев. Вот чтобы делает. Привет, Леонид, с Краснодарского края, из Ейска. Я вас смотрю 7 лет. Ваша кулинария просто супер. Ну, так это потому, что я когда-то учился в Ейском высшем летном училище. Кулинария. Ты давно не кулинарничаешь. Да, хотя так и 7 лет человек смотрит. Да. Так что Ейск я знаю. Привет Ейску. Вот, Хардин де Росос. В то время, правда, еще когда совсем-совсем были молодыми людьми. Ну, Леня я в обленился, Ейске даже был. посуду мыть не хочет. Да, Это сейчас Света говорит, Леня не хочет мыть посуду. Прикидывайте. Вот засада. Надо говорить, Леня. Помой посуду. Помой тарелку за собой. Я тебе показываю, чтобы если что, ты тут неправильно что-то говоришь, сразу мы тебе это. Я все правильно говорю. Правильно говорит, хорошо. Смотрите, какая у нас красота. Мы решили, вчера хороший день был. Ну, вчера я был в парке на рыбалке. Я же говорю, там были и наши приехавшие новые рыбаки, и аргентинские. И мы там типа по это самое съемками занимались. А Света вчера вязала целый день. И так и не выходила на улицу из-за этого. Я в спортзал ходила. Ну, в спортзал только. Выходила на улицу с утра. А потом решили, что сегодня нам надо начать день вот с такого. Надо пройтись, прогуляться, немножко показать нашу аргентинскую землю. Потому что, смотрите, какой парчик классный. А сюда зайти можно в эту? Не знаю, скамейки стоят. Если открыто, Не то, видно. наверное, можно. А может уже, как бы, когда можно, когда не можно. Наверное, в этот раз нет, потому что вон двери, наверное, закрытые. Угу. Но зато тут и так много всего. Тут вон полно. Сюда приходят в этот парк часто люди фотографироваться. Ну, в основном фотографироваться и прибегают там. Модели всякие. Свадебные фотографии. Свадебные фотографии. Там есть один мостик Кинце такой. Анне, 15 Мгм. лет. Смотрите, у нас скоро лето по сравнению с вами будет. Ну, я Ну, Лёнь, имею в виду с смотря- той стороны. смотря откуда с нас той смотрят. стороны. А, Ну да. ты привык всегда, что тебя оттуда смотрят. Тебя уже отсюда. А, кстати, да, смотрят. отсюда уже смотрят даже больше, просто сейчас еще нет, потому что сейчас еще рано. В воскресенье не все прямо такие ранние птички, как мы. Я сегодня ходил еще полчаса, зевал после того, как проснулся, потому что вчера Света меня там На лавочку посидим, на это, да, чтобы все время не посидим. ходить. Подкинула на сериальчик посмотреть, говорит, там то ли «Побег из тюрьмы», то ли «Побег» называется какой-то. В общем, там куча Побег из сезонов. тюрьмы, да. Да, я вчера решил вечером после рыбалки посмотреть его. Так, наверное, часов до 3 ночи. В общем, 13 серий подряд как загнал. Целую ночь потом «Побег из тюрьмы» снился, блин. Ой, смотри, какие красивенькие. Угу. Вот здесь сядем на секунду. Давай. Посидим, давай. Посидим, В центре, в почитаем. центре роз. Так, мы сейчас сядем на лавочку, чтобы особо не бегать. Направим куда-нибудь так вот. А ты можешь треногу поставить и так сюда и направить. Могу треножку поставить. Я подвинусь. Угу. Сейчас достану. Не держать. Да, чтобы... Сейчас мы вас на треногу установим, поставим, чтобы не так двигалась камера. Таким образом будет, я думаю, получше немножко. Это движуха, потому что мы выставляемся.
Но когда выстоимся, все будет окей. Раз. Опускаем до земли. Два. Опускаем. Опускаем еще. Вот где-то так. Раз. О, смотри-ка. Вот туда на этот. Не на людей, которые сидят Ну на да. лавочке, а туда-то. Угу. А так теперь еще читать надо как-то. Ну, ничего. Давай. Я подвинусь. Читай. Да, Подвигайся. да тут никто ничего не пишет. Если б писали, то видишь, тут никто не пишет. Ну, Тут что не все видишь? смотрят. Привет. Ну, что ж, пишут люди. Где? Ну, Где как ты же, видишь? да? Нету тут ничего. Ну, вот. Так, видел в Буэнос-Айресе 12 лет назад. Все хорошо слышно. Приветик, мои дорогие, приветик. Привет, Леонид с Краснодарского края. А, это ты уже читал, Все, да? Смотрю, потому у вас я говорю. ваша кулинария просто супер. Ну, ничего, сейчас напишу. Да, Сейчас на 18 человек. 18 человек нас смотрит. Вот. Сейчас мы камеру чуть-чуть тоже на нас покажем, какие же мы тут такие. Смотрите. Против солнца, Лень, получается. А мы очки оденем? да? Не, на экран против солнца не очень хорошо. А, ну, значит, тогда за солнце. Или надо на ту, тогда А, уже лавочку сесть. женщина ушла, да, можно на ту лавочку пересесть, да? Тогда будет, да, пошли туда. Пошли. Пошли туда. Я возьму сумку эту свою, да? Я Где сумку возьму тоже. Просто за этот. Сейчас все возьмем. Мы же как эти. Движуха у нас. Движуха. Ну, в принципе, сегодня планов особо больших-то нет в воскресенье. Всегда работа найдется, спору нет. Можно найти всегда что-нибудь, чтобы делать. Там видео какие-нибудь складывать, еще что-то. Но вопрос же в том, что надо и на улицу выходить. Вот сюда. Ага. Это мы будем, Тогда мы будем за солнцем. наверное, лучше будет. Я тоже так думаю. А уже народу много, смотри. Ну да. Уже, если честно говоря, народ поприбегал. Надо посидеть. Такс. Мы намазались кремом солнцезащитным. Не забывайте о том, что в Буэнос-Айресе, кто здесь живет, начался такой сезон, где надо Ну, во всяком случае, надо использовать мазаться кремом, солнцезащитный крем. иначе не это самое. 50 или 30. Сегодня 30 я использую. Там какой стоял, такой и... Вот, смотри. Мы А теперь уже мы в ничего кадре. читать не сможем. Я смогу. Так, привет. 8 утра, случайно проснулся. Я О. говорю, я сам сегодня случайно проснулся после того, как 13 Подожди, серий 8 утра посмотрел. сейчас у кого? Откуда вы? Что 8 утра где? У нас уже не 8. Вот. Сразу человек спрашивает, как там новый президент? Не знаю, вроде был нормально вчера, сегодня он нам Жив-здоров. еще не звонил, не докладывал, как он сегодня поживает, честное слово. Как-то рано его еще будить, я тоже ему не стал звонить с утра, думаю, что там, блин, пускай человек поспит хотя бы в выходной день. Так что чуть позже, когда проснется, может, позвоню, узнаю, как он там сегодня. Потом вам расскажу. Леня, главарь рыбного картеля. Да, типа такого. Угу. Вчера же, я же говорю, пошел на рыбалку, смотрю, ребята ловят тоже рыбу и вытащили, малька. Но они, дело в том, что и ловили именно малька. Они его ловили для того, чтобы сделать из него живца. А я же там ради шутки думал, это аргентинцы такие издалека, так не обратил сразу внимания. Подхожу, говорю, это ваш трофей или это, говорю, у вас наживка? Ну, они говорят, можешь по-русски говорить, мы тебя смотрим. Это ребята оказались, которые сюда приехали. Кстати, спросил, может, не соврали, я говорю, уже 1,5 года здесь. Я говорю, Аргентина вообще вам нравится или вам тут, период определенный, пережить и потом, планы вернуться? Не, говорит, мне лично нравится один, который постарше был, говорит. Мне лично нравится, я хочу Ты здесь одевай эти, а устроиться. сверху эти, тебе будет все видно читать. Попробуй. Да, вы Не такое так, видели наоборот. когда-нибудь? Да, я блин? видела. На тебя, может, очки в А ну, машине. это я еще такого не пробовал, а ну-ка. Света говорит, что так будет. Да нифига, вообще я не вижу. Они же те и те с увеличением, те с одним, а те с другим. Как это? Ну тогда да. Одевай те, одевай все. А, Нет, так не пойдет. Одни у меня, для дали машину водить, а другие для того, чтобы на телефоне я понял. стримы вести. Если их смешать, вообще кавардак получается. Кстати, заметь, вон там уже цветет сейбо.
Вот то красное Ну, уже цветы. начинает. Когда цветет, оно все красное, вот тогда Да, ну цветет. уже А начало. пока, ну, И по вон чуть-чуть. сейбо цветет. По То есть чуть-чуть. вчера мы в парке были, половина деревьев сейбо уже зацвела. Сейбо это такое тоже одно из национальных деревьев Аргентины, которые все знают. Ну как бы сейбо цветет. Как и жакаранда. Жакаранда Это в начале- национальное дерево Аргентины. Одно оно. Я что и кажу. А Национ- жакаранда нет? Нет, не национальное. Сейбо национальный, флор де А Аргентина, чем они сейбо. отличаются? В Ну, смысле, потом- почему одно национальное, одно нет? И то аргентинское дерево, которое все на языке. Денечка, ну пальма тоже аргентинская. Есть Да. одно, например, одно. Нет. Да, Ладно, ну мы как всегда поспорим немножко. Ну, а вам пока вы думаете, что там писать. флор Аргентина националь es сейбо. Ни жакаранда, ни розы, ни пальмы, ничего больше. Только одно, сейбо, и все. Ты про цветок, Да. а я про дерево. Ну так дерево это же цветок. Нет, дерево это дерево, цветок Нет, ну, я это имею в цветок, виду, блин. ну нет отдельного цветка, который сейбо называется. Оно все равно растет на дереве. Это флор де Аргентина. Народ, а вы что думаете на эту тему? А ну-ка поройтесь в интернете. Есть одно национальное дерево в Аргентине или несколько? Одно, Ленечка. Типа жакаранда. Нет, это не национальное. Нет. Ладно. Пальма. Хорошая, красивая пальма. Тоже национальное дерево Аргентины. Я сейчас Свету Белорепорта своими спорами. Я сейчас тебе запишу. оставлю микрофон и пойду гулять. Сейчас ее выведу из себя. Меня нет. Вот. Меня вывести из себя сложно. Так. Что Ага, пишут люди. вот. Дальше. Когда новое видео по вкусняшкам, скумбрию и капусту маринованную по вашему рецепту. видишь? Светы тоже привет. Очень нравится вас смотреть. Спасибочки, Спасибо. спасибо. Америка, восточное побережье. Вот люди. 8 смотрят. утра. Да. То есть я спросила, у кого сейчас 8 утра, Америка, Восточное побережье. Ну, правильно. Вот. Так. Михаил, ты, по-моему, чувак невоспитанный, если честно говоря. Вот совсем невоспитанный. И показываешь свою тупизну на весь этот самый, на весь интернет. Ну, такие люди тоже нужны в природе. Ну да, конечно, ну куда ж без вас, идиотов, блин, подеваться-то. Здание классное, строится над головой Леонида. Ну-ка я посмотрю, что за здание строится над моей... А, вон то. Ну это ж мы на Палермо, это же любимый район, как говорят. Держи. Оба, смотри, Света поймала камеру. Бо у меня на треножке, на маленькой камера, просто палка селфи и маленькая треножка от стабилизатора. Не хотел тянуть большущие треноги, там носиться с ними, тем более такой стрим как бы не сидячий на месте, думали, чуток посидим, чуть походим, Я просто покажем. боюсь, что будешь ходить, оно будет все размываться. Ну да. И ты не Не, почитаешь если медленно комментарии. ходить, будет нормально, потому что... Чуточку посидим. Да, чуток посидим, потом пройдемся дальше, покажем весь парк. Тут и озера, и утки, и спортом люди занимаются, и всем остальным. То есть вот по утряне, знаете, как бы в этот парк. Так я рассказывал, что это район Палермо, это парк в центре Палермо, куда самый, так сказать, для новой эмиграции любимый район. То есть, конечно, везде расселяется, но один из любимых районов это вот Палермо. Так что тут, да, строится все красивенько, аккуратненько, такое чистенькое, ну, как-никак центр города. Вот. Так что сейчас будем ходить и еще посмотрите другие пейзажи, не только то здание. Во, Арт-студио. Здравствуйте, Леонид и Светлана. Рад видеть вас. Здравствуйте. Спасибочки, спасибочки. Так, давайте я немножко похожу. Буду стараться очень медленно, чтобы картинка не размывалась. Но вроде у нас тут 5G, так что по идее должно, ну, стабильно держать. 5G. 5G, ну такая по-русски это тоже 5G. Да. 5G-то. У вас есть на телефонах 5G? Вот у нас это появилось, но в некоторых местах я что-то смотрю, это 5G работает, ну, даже, я бы не сказал, супер-пупер там, блин, круто, это 5G работает. Как бы я думаю, что в некоторых местах 4G даже лучше было как-то. Ну, ничего, надо осваивать новые технологии. В общем, я что хотел сказать, что если вдруг будет сильно размывать или что, вы мне сразу как бы напишите, скажите стоп, блин, и мы типа остановимся и посидим, посмотрим. Но чтобы можно было что-то увидеть кроме нас в центре Буэнос-Айреса, мы сейчас пройдемся. Вот я цепляю очки, направляю камеру правильней, и мы сможем
пройтись. Если что-то непонятки какие-то, пишите. Если все понятно, донатьте. Вот. Если нет, спрашивайте. Типа мы проходим, а вы спрашиваете, ага, вот там что-то увидел и не знаю, что это такое. И мы вам расскажем. Значит, повторюсь, для тех, кто только соединился, это Палермо, парк Рос. Смотрите, вот это здание, которое там типа за моей головой строилось. Видно, да? Хорошо. Что да? Чи пройдемся? Ага. Я скажу, Лёнь. Хорошо. Все. Смотрите. Уже потеплело. Во всяком случае, эти 2 дня. До этой недели были дождики и все такое. И не было так уж тепло. А сегодня и вчера более-менее... Так, что-то мне кажется, что-то не подсказывает. Каким-то образом этот... Или это мне так... Мой телефон меняет то ярче, то не ярко. А, он, наверное, автонастройка у него там вот это. Покажи розочку людям вот так вблизи. Розочку вблизи. Да. Света Пускай вам сказала. Ну не эту же, вот эту красивую. Ну вот. Смотрите, нюхайте. Света говорит, покажи зрителям розочку аргентинскую. На весь экран. Вот она. Вот эту покажи. И еще одну, Света, хочешь, чтобы я вам показал. Пошли. Дам надо слушаться. И дерево тоже. Они изредка говорят полезные вещи. Лаванда, Лёнь, смотри. Где? Вон фиолетовая такая. Ну вон, смотри, вот фиолетовые такие штучки. Это все лаванда. Надо показать. Да? Да. Ну пошли. Гуляем одним словом. Сейчас Да, себе- это телефон меняет настройки экрана для меня, знаешь. Сейчас себе сделаю пару фотографий на заставку для телефона. Смотри, какая красивая. Я не ошибаюсь, это лаванда. Может и не лаванда, но я думаю лаванда. Народ, это лаванда или не лаванда? Вон фиолетовая. Ну вот это впереди, перед носом у нас, правда? Угу. Вот это. Света говорит, что это лаванда. Вот такое утро у нас сегодня. Смотрите, как всегда я рассказываю, что 90% это солнечные дни в Буэнос-Айресе, видите? Вот 90% такие есть. Что вот такие вот деньки в Буэнос-Айресе. Жарко уже. Хотя еще вообще-то рань большая. Сколько сейчас? 9:49 у нас утра. А уже жарище. Кстати, кто не посмотрел, можете посмотреть последнее видео, как мы с Сашей ездили с надеждой поймать акул с этим самым на океан. Как мы там домик один посетили, пожили, поприкалывались. 2 дня на океане. Было прикольно, уже в принципе там давно начинать. Движуха на океане тоже начинается. Единственное, что было полнолуние и нам не повезло с рыбалкой. Но именно загорать и купаться люди уже начинают. Уже мы видели детей, которые купались прямо в воде, хотя еще только весна. И уже видели много народа, которые выезжают семьями, ставят уже машины, зонтики, загорают. То есть в выходные дни уже на пляжах очень хорошо, даже уже сейчас, в этот период в Аргентине. У Лёни голос, как у Кашпировского, умиротворяющий. Так а какой должен быть? Орать не должен, потому что на мне микрофон висит. Мы повесили на меня и на Свету микрофоны. Специально, чтобы я не орал. А то я все время хочу докричаться, как будто не стрим, а по телефону звонит, знаете. Вот. Тем более Кашпировский, по-моему, до сих пор там разводами занимается. То как-то он там притих, а это, смотрю, в последнее время то там. Начинает концерты свои снова давать. Лечить по интернету. И это прикольно. Спасибо за розочку, о, Нила. Привет, Нилка, как там ваши дела?
Мы с ней виделись, встречались. Смотрите, вот вам еще одна розочка. Такие. Зима скоро. Ага. Это не лаванда 100%. Сейчас мы синенький не лаванда. Я увидела, это она не та, да, не Пишут лаванда. уже, что синенький это не лаванда. Да, Свет, не так лаванда. что Света там их фотографирует. Синенький, не синенький. А я вам тогда покажу, ладно. Раз лаванда не лаванда. Сейчас мы покажем это национальное сейбо. Смотрите, сколько здесь роз. Девочки, он фотографируется. Кучами. Целыми. Вот люди тоже говорят, это лаванда, видишь? А? Тоже говорят? Сзади говорят люди лаванда. Ладно, я пойду в Сейбош покажу на всякий случай. Заодно, когда подойдешь, поснимаешь, я покажу прикол с Сейбо. Я вчера показывал ребятам, но приехавшим, если достану цветок. А вон там могу достать цветок. Сейчас пойдем в Сейбо. Покажу, как из этого дерева делает игрушку для маленьких детей. Ну, из цветка. Кто уже здесь меня видел, я уже всем показывал. Но так как зрители теперь, которые не здесь, они точно еще не знают, как делается игрушка из цветка сейбо. Чтобы... Так, наши песни впереди идут. Давайте я вас сфотографирую. Давайте я вас сфотографирую, если хотите. ¿Quieres que te saco foto? Ah, sí, por favor. Sí. Dame, te saco foto. ¿Me dice de lado? Sí, como quieres. Сейчас сфотографируем, ребят. ¿Estás? Uno, dos, perdón, dos. Gracias. ¿Quiere que yo saque tú? No. Gracias. Так, надо же людям помогать. Они песни поют, ходят, фотографируются. Так, какие шмели. Я им фотку сфоткал. Они говорят, может и тебя сфотографировать? Да, не надо. Так, это сейбо. Смотрите, да? Вот это сейбо. Свет, сейчас меня поснимаешь, я хочу кое-что показать про сейбо. Так, чтобы мои руки были видны. Значит, смотрите. Это сейбо. Берем один цветок сейбо. Он вот такой. Видите? Вот это вот разрываем пополам, оно хорошо в этом месте разрывается вот так. И если вы видите, то оно загнуто в одну сторону. Теперь берем пальцем, так делаем загиб в эту сторону. И получается птичка колибри. С крылышками. Вот так, на бочок. Так? Ну, да. Вот так, смотри. Вот, получается вам птичка колибри, смотрите, аргентинская, из цветка сейбо. Кто не знал, учитесь. Так. А що це за парк ботаник? Не, это не ботаник, это парк Роз называется у нас. Посреди города, в Палермо есть такой. У нас много парков, но этот именно называется парк Роз. Потому здесь столько роз. Он направлен на то, чтобы здесь выращивать розы, люди отдыхали. Смотрите, все это розы. Когда подрезают розы, в Фейсбуке страница городская, типа правительства Буэнос-Айреса, дает объявление, что в такие-то числа в парке будут резать розы. Тут все розы сортовые, подписаны табличками, какой сорт и все. И кто желает, может прийти и взять черенки для того, чтобы высаживать розы у себя дома. Но это осенью в основном. Ну, я же говорю, когда подрезают, когда сезон. Так еще вокруг этого парка, ну не вокруг, а почти вокруг, то есть 2/3 занимает такое большущее озеро. На нем катаются лодки и катамараны. Вот, плавают утки. Сейчас мы перейдем мостик и попадем на другую сторону озера этого Не, парка. мы там еще не были, я не хочу Там? туда. Хорошо. Да, туда пойдем. Тогда пошли под этими, вон, видишь, хочу. накрытиями вот такими.
Ну, вон белые вот эти. Да, пошли. Вот. Я тут хотела бы походить. Хорошо, погуляем Хочу здесь. туда. Тут такие беседки, где люди всегда фотографируются, гусей здесь кормят. Никто, как Паниковский, тут не ворует гусок, чтобы их начинить. Все их кормят, любят. Полно иностранцев здесь гуляет. Вот. Бразильцы, девочки. Наверное, экскурсия какая-то. Вон, гуси все фотографируют. Так, скоро в Канаде буде холодно, Нила пишет. Привет, вы лучшие. Утки на пруду есть? Конечно, есть, полно. Полно уток, вон, смотрите, фотографируются этих. И уток, и гусей тут всего хватает. И тут целые острова их. Тут есть остров, я потом, если что, зайду туда, покажу. Глянь. Покажи, как щипает травку красивенько, да? Ага. Зеленый. Ela já tirou foto dela. Mas ela tirar pra ela. О, слышите, португальский. Ва. Давай, иди, поснимаемся. Давай, подходи. Так. Расскажи зрителям, что они должны ставить лайки, не забывать, подписываться на канал, донатить. Вот. Видите, даже утки и те все понимают. Ну-ка. Вкусно? Как вам такой город? Я хотел сказать, что вон там, видите, острова. И там на островах это все только для гусей и уток, и живности. Здесь вообще живность никто не обижает в основной своей массе. И это не один остров, тут их полно таких островов. Сейчас мы вот так пойдем Да, вот да. по той аллейке. Подожди, Лень, пускай поснимается. Не надо. Aí fica aí, fica aí. Вот если на другую сторону парка, надо перейти через этот мост. Но мы пока еще по этой стороне парка погуляем. Там красиво, помнишь, там такие Да, мы туда плитки, все там тенек. Туда идем. Там Жару этот, не хочется. там, по-моему, кто там? Турки Тут или погуляем кто там просто. еще построили Ну, там щас со своей посмотрим. мозаикой, вот это все. Пошли в С этими тенек беседками. немножко тоже. Ну вот мы сейчас по теневой стороне и пойдем. Ну, Вот. хочешь, давай выйдем на мостик и спустимся назад, вернемся. Ну, чтобы показать вообще парк, ну давай. Ну да. Так, ребятки. Лайки поставили? Пока мы залезем на мост, чтобы вам показать, как тут все. В других парках попугаи орут здесь. Эти самые гуси. Здесь все любят фотографироваться. Потому я вам покажу в одну сторону, потом в другую. Давай, я тебе покажу. Ты что-нибудь расскажешь. Вот, тут что-то пишут, Леонид и Света, расскажите ваши... Леонид и Света, здравствуйте. Скажите на ваши впечатления, как вам город Тигры? И что там хорошего? Ну, Тигры это не город, это не является никаким городом, это пригород Буэнос-Айреса, один из районов Гран Буэнос-Айреса. У нас так, есть здоровый город Буэнос-Айрес, потом он распределяется на Капиталь-Федераль, это центральная часть Буэнос-Айреса, и которая является столицей всей Аргентины. Есть же новые зрители, они этого не знают. А есть, называется весь город Буэнос-Айреса, Гран Буэнос-Айрес. Вот окраинные районы, в одну сторону это Килмес, Авижанеда, там в другую Матадеро, какие-нибудь там еще что-то. А в ту сторону хорошенькую такую, ну, цивилизованную, скажем так, лучшую. Это вот Висенте Лопес, Тигры. Это окраина, самая окраина города Буэнос-Айрес. Тигры. Но многие там живут
и радуется жизни. Почему? Потому что подальше от центра, больше частного сектора, довольно спокойно. Есть закрытые поселки, там дельта Тигров, есть воды много, потому что это как раз река Парана соединяется с рекой Уругвай в Тиграх. Соответственно, очень много островов, когда сливаются две такие большущие реки. И люди занимаются активным отдыхом, таким как, к примеру, там, плавание на байдарках, на моторных лодках, на катерах, на островах строят свои дачи. То есть он такой хороший район. Кормят там комаров. Да, но не забывайте, где река, где болота, там и комары, и все остальное. То есть там и... Какой вот плюс эти, еще? как их? Близко к столице. Ну да, близко. 40 минут, в принципе, 40 минут, и вы в центре города. То есть это самая окраина, но можно ехать, и, как говорят, по городу все время, по окраину, а можно выскочить на автописту, и 40 минут, и ты уже практически Меньше, здесь. наверное, Лен, чем 40. Нет, около 30 минут ехать сюда. Из Тигрова около 30 минут по автописте, и вы будете здесь. Ну, в общем, там можно жить, если вам А нужен приезжает какой-то... в офис и на работу сюда, и потом возвращается назад в Тигры. Ну, а если и онлайн работает, то, в принципе, можете и не выезжать, только приехать вот в парке, побалдеть как бы. В чем хорошо, если нужен какой-то госпиталь или что-нибудь такое, то вот буквально совсем Да. близко и столица вам. У нас, кстати, пока дай на минутку девочек покажу, Я чтобы этот самый. Не, ну я в плане того, что у нас каждую субботу-воскресенье, практически каждую, проходят марафоны в городе. Вот идут девушки с марафона, видите, с номерками. И эти марафоны, ну как это, объявляется, маршрут объявляется, все, перекрывает дорогу, и люди бегают с удовольствием. Я вот кучу видел вот этих марафонщиков, прямо их так радует, вот они участвуют в этих всех марафонах. Так что просто хотел, как говорят, показать. Вот. Они могут начать здесь, там пробежать до Бельграна, там по Либертадору, Мне кажется, потом они сегодня не вернуться бегают. обратно. Просто сегодня гуляют. Ну, смотрите, написано имена и написано эти И самые это номерки. Мегатлон, это не этот, который спортклуб Мегатлон. Может и реклама спортклуба. Мегатлон это же сеть спортклубов еще Да, есть. может он организовал Вот на какие-нибудь ивенты, но будут плясать, вот видишь. Тут полно всяких ивентов, то есть мероприятий, да, спортивных, ну вообще мероприятий, не обязательно спортивных. Так вот, часто видите самолеты взлетающие, вот здесь вот в той стороне аэропорт городской, он поезд идет, так что тут и поезда, и самолеты, и на роликах, и на великах, кто пешком, кто погулять. Маленькие гуси есть, смотри. Ага, гусята он уже. Да, он уже мотается. Так, пошли. Пошли. Мы Там еще были какие-то. Вот с высоты этот парк вот так вот выглядит. Остановись на секундочку, покажи. Вот, смотри, какая красота. Это мы вот там гуляли, просто сейчас мы с мостика это все хозяйство показываем. Вообще город Буэнос-Айрес очень такой, как бы зеленый город. И когда-то, когда я только начинал вести этот канал, где-то там в 14-х годах, все пытались, ну не все, но многие пытались рассказывать, вот каменный мешок, город каменный мешок, типа вот природа нужна, вот то, вот все. А потом, когда я начал сравнивать с другими городами, то Буэнос-Айрес довольно-таки совсем не каменный мешок. В Буэнос-Айресе парков ну просто немерено. Вот если отсюда сейчас идти до конца Капиталия, в сторону там Бельграна, вы будете идти только по паркам. Ну, Лень, смотря какой район. В центре там Ну, центр каменный есть мешок. центр есть центр. Не весь город Буэнос-Айрес прям в парках. Ну, Смотря в основном, какой да. район. В основном, да. В основном очень много парков. Мы с Леней инь и янь. Да, Он инь, а я янь. вот. В Буэнос-Айресе много парков, но не во всех районах. Вот так. Чтоб знали. Ну, а что не так? Чтоб вы знали. Там Вот вам. остановись, там люди что-то еще тебе пишут, почитай. Сейчас посмотрим. Мне надо Ой, здесь стикеры хорошо, одеть. Если холодок. хочешь, я тебе включу, и ты почитаешь. Я Вот почитаю. здесь нажми, и тогда ты будешь видеть комментарии. Так, что это за парк Ботаник? Ну, Леня уже отвечал, Это да? же я Вы уже- в парке Росарио? Нет, не Росарио, парк Роз. Розы. Парк Роз. Росарио – это город в Аргентине, Росарио. А там памятник Роседаль, наверное, хотели написать, то это да, Парк Роседаль. Роседаль, да. Может, человек хотел написать, Так, что Нила, Роседаль. Нила, привет.
из Монреаля. Да, ну мы встречались. А с ним. там памятник Шевченко на входе, по-моему, не в этом парке. В этом, да, здесь на входе, да. Где машину оставили, чуть правее. А, там ну чуть памятник правее, Шевченко. но Ну не да, прям это здесь. в этом парке. А, ну хорошо. Скоро на рыбалку? Только вчера был и думаю, ну да, на недельку снова пойду. Карпов еще тех не доел, которых 4 привез. Я уже их даже раздаривал, уже 2 кулька таких и с филешками подарил. На океан ездил, брал на наживку, не клевало, подарили местным. Говорим, пожарьте эту филешки Ой, уже. здесь так хорошо, холодок. Давай постоим чуть-чуть. Ну, Пошли давай, на посмотрим. лавочку. Хочешь, вон посидим? лавочка Да, хочу. хорошая? Так, Светлана рассказывает только правду. Пользуйтесь моментом, я вам всё Да, расскажу. да, вот пользуйтесь моментом. Тут домашний прокурор вам все расскажет, как должно быть по закону. А я рассказываю, как считаю нужным. А, Леня не всегда вам рассказывает правду. Света как Википедия у нас домашняя, она все знает. Так что ты хочешь сделать? Не, ничего, на, держи. Пока Щас никто я ничего не пишет. Ой, холодная эта штука. Лавка не такая. Да, не такая. Холодная. Так что Миша, видишь, пишет, что Свет, пользуйтесь моментом, пока хотите узнать хоть какую-то правду об этом всем деле. Кто чего там думает. Вот. На меня пока подцепили микрофон, Вот, дали мне. Вот, расскажи все, посмотри в глаза людям. и Мне вот выскажи. пока дали микрофон, я могу сказать. Там заберут потом. Из дома едем, я говорю, постримлю. Я не буду участвовать в твоем стриме. Я говорю, ну я на всякий случай возьму микрофончики на тебя. Не, я не буду показываться, типа, сам там общайся. Только приходим, начинаю камеру строить. Ну ты и на меня микрофон брал? Говорю, ну конечно, Ну, конечно, я брала, если у тебя знаю. одна коробочка. А в коробочке 2 микрофона. Как я тебя уже лет 30 знаю, так что я говорю, конечно, на тебя, блин. Дай мне брал. водички лучше. Ну тогда, говорит, прицепи на меня, так и быть. Так что все, давайте, пользуйтесь моментом, потому что дальше одних карпов будете смотреть. Так, смотрите, я всегда ношу с собой вот или какао зимой, или вот такая у меня бутылочка, ну куда ты? Вот такая бутылочка, термобутылочка, классная. Я ее на спорт беру, вот так вот, открывается. Свет. Раз. Где она? Подожди, вот. И не надо вот так вот ее переворачивать. Удобно пить. Не хочу я, блин, твою соску. Так удобно, не надо вот так вот переворачиваться и захлебываться. Я хотел сказать, ты еще скажи, как все блогеры говорят, это не реклама. Мне так нравится, когда, знаешь, начинает какую-то фигню тыкать. Это не реклама, ребята. Ты меня туда в сторону Ну как я поставь свою сюда. бутылку хотел показать. Это не реклама. Да, вот, на. Ладно, на, забирай. Давай. Вот видишь, когда у тебя какая-то такая штучка, если нажмешь, там 2 комментария, видишь, там номерки, которые не прочитаны, написано. Активность. Да. Просто Света изучает эту Так, программу. тот домик, в котором вы отдыхали, далеко от города находится. На, держите. Про какой домик речь, ребятки, честно скажу. Ну, который последнее видео, если. Ну я же не знаю, потому я Ну, говорю. ответь в последнем видео. вот был Если домик. вы видели, где я и Саша в каком-то домике сидели, ну типа на океане, то это находится за 400 километров от Показывай Буэнос-Айреса. себя, на, держи. Хорошо, если конкретно вы про тот домик, если вы еще какие-то домики имели в виду, вот, к примеру, мы там ездим в Мар-де-Ляхо, там снимаем периодически домики, когда едем на океан. Вот как-то год назад ездили в Кордову, снимали домик, ну то есть, смотря про какие домики идет Я речь. думаю, по то, что в последнем видео Если было. последний домик, который мы ездили на побережье, то да, отсюда это 400 километров от Буэнос-Айреса. А ближайший городок от того домика, где купить там продукты и все такое, 10 километров. Марасуль называется. Если вы в этом вопросе от города типа спрашиваете, то есть насколько далеко тот дом от цивилизации. То есть он находится, человек купил Мар дель себе... Плата за час, наверное. Ну, говорят, Нет. от города, не Но говорят от Мар дель какого. Плата же тоже город. Ну, может, от какого? Блин, ну Любого. Сулаи тоже город. А напишите, от какого города. Да, от Киева, там, от Москвы, от какого города интересует? Света не может врубиться. В Аргентине принято иметь большие семьи или маленькие. Раньше было принято иметь большие семьи, а сейчас народ не хочет иметь семей. Заводят котиков, собачек, потому что сейчас сложная ситуация вообще во всем мире. И должны работать двое, оба. Декретного отпуска здесь как такового нет, 3 месяца всего лишь. Поэтому Но нам- ребеночка куда-то девать надо. Да. Но есть и большие семьи. В основном это бедные семьи, большие. Они на пособии живут. Но Да. пособие мизерное, нормально, ну, по-нормальному жить на нем невозможно. Ну, у кого есть свой дом, нарожают 5, 6, 7 детей. Но в основном люди, вот, которых вы видите вокруг себя,
да, ну, народ, молодежь не Ну хочет да. иметь детей. Но если вы Много. все-таки видите с ребенком, то вы даже можете догадаться, кто это. Так что нам иммигранты помогут Не, поднять есть, население. есть. Аргентинцы тоже Да. есть дети, но Но мало мало. сейчас. 1, 2, ну максимум 3. А раньше было 7, и 8, и 10. Раньше лет 50 назад. Страна жила хорошо, а сейчас, если слой населения тот, который работает, ходит на работу, им некогда и некуда этих детей девать, и некогда ими заниматься, потому что надо работать. Ну, а те, кто сидят на пособии, ну, они имеют детей. И 4, и 5, и 6, бывает 27 лет, у нее 4 ребенка, и 5 детей уже, сидит на пособиях с этими детьми, где-то там живет с кем-то, у кого-то, как-то где-то, но это не жизнь нормальная. Правильно сказала? Правильно. Так, последнее, да, вот последнее видео, домик этот. Ну, там домик, это просто человек 400 километров очень далеко. Да, пишет. 400 километров от Буэнос-Айреса, потому это место, в принципе, ну, славится это место тем, что туда все едут ловить акул. Конечно, это не единственное место для ловли акул. Есть и в Мар-де-Плате, и за Мар-де-Платой ловля акул. Но для нас ближайшее место, где действительно как бы глубина напротив маяка, и где клюют акулы, вот, ну, такие до 40 килограмм, это место. Но оно от нас за 400 километров. И потому туда едут рыбаки те, которые именно такие, знаете, вот с определенными снастями, с определенными утками. И человек, который тоже уже 11 лет живет в Аргентине, ему она очень нравится, хотя он сам сказал, что у него есть и другие гражданства, но ему больше всего нравится даже по сравнению с Америкой, там и Европой, и Аргентиной, и он решил здесь остаться. Он покупает земли и хочет начинать там все строить. Вот он купил себе там 9 гектаров земли. Ну, вот как бы так, вокруг него ничего нет, ближайший городок 10 километров. Построил первый домик. Потом сказал, буду смотреть по спросу. Будет спрос, будем строить дальше домики. И все в таком духе. Так что вот тут такое дело. Светочка, як твій канал называется, Нила спрашивает. У меня 4 канала, Леня потом оставит все ссылочки под видео, потому что вы все равно не запомните. Так, планируете съездить в горные районы? Говорят, там страшная красота и не жарко. Ну, во-первых, мы были в горных районах. Ну, если мы веду, там ездили мы в Барилочи, мы ездили в Барилочи, были в Невкене. Я вот в январе месяце с сыном ездил в Мендосу, в горные районы. В Кордове красота, но очень В жарко. Кордову ездили Там очень со жарко Светой летом. год назад. Да, в этом году пока что ближайшие наши такие планы именно на отдых. Пока нам не надо на этот самый, на машину для рыбалки. Будет где-то на море. Так что пока не горы, пока будет море. Пора на пособие, пишут. Ну, на пособие надо иметь много детей. Мы этим заниматься нам это поздно уже и вообще как-то не того. Времени нет. А во-вторых, на пособии тоже жизнь не очень. Ребята, знаете. Пособие мизерное, что за- очень маленькое. что То за есть жизнь на пособие? пособие мука, мате, блин, я не знаю, что там, одно яблоко и килограмм мяса в месяц. Ну, пособие это, знаете, чтобы просто не подохнуть. Какие машины делают в Аргентине? Ну, в основном никаких, если так честно говоря. То есть сборка в Аргентине машин есть. Но чтобы сказать, что машина национальная аргентинская, то пытались сделать какие-то электромобильчики. Тито и Тита называлась. Ну, по-моему, они не зашли, хотя рекламу давало правительство о том, что вот будет наш национальный электромобиль, который как бы это самое... Уже побил все рекорды покупок. Ну, конечно, я ни одного так никогда и не видел, кроме как на картинке. Ну, чтобы кто-то на нем реально ездил. Ну, а потом что-то все дело и заглохло с этим. Так что тут выпускаются машины, есть и в Сарате заводы, и в других провинциях есть заводы машин. Но в основном это как бы что-то сборка, доделка, какие-то цеха, как бы... Основное стоит в Бразилии, а здесь филиалы каких-то, ну не есть аргентинская машина, которую вот аргентинцы придумали, аргентинцы назвали, и своя какой-нибудь там свой запорожец, то есть такого нету, типа какого-то своего запорожца, скажем так. Так как-то хочу вот... Так, здравствуйте, вот так, но пишет тогда Роман. как бы вот так, но вот так что ли получается. Все равно получается кривовато. То есть как-то надо трохи вот так. А почему так мало дорогих машин на улицах? Спорткаров так вообще нет. Ну, во-первых, страна бедная Для спорткаров. для спорткаров. Во-вторых, люди с другого менталитета предпочитают иметь деньги, ценные бумаги, золотишко, биткоины, крипту, чем выпендриваться спорткарах. спортивными машинами, которые в любом
Я уже тоже Подожди, миллион ну раз. я же Да, рассказываю. Подожди, мой, я Хорошо, же давай. отвечаю на да. вопрос. Да, ты видишь стрит, да. Водят здесь плохо. В любой момент тебя могут и стукнуть, и поцарапать, и все такое, а потом ремонтировать эту машину. Плюс сюда импорт с этими машинами, это вообще проблема. Они обычные машины не могут завести иногда нормально. Проблема в правительстве в том, что импортные эти машины, плюс налоги очень большие. Дорогие машины считаются как бы роскошью, да, ты уже богатый человек, и там налоги на эти машины Налог на роскошь. очень дорогие. Поэтому люди предпочитают просто иметь, вкладывать деньги в другие вещи. Ну, а я бы добавил, что все-таки одно из самых главных – это другой менталитет людей. То есть они не выпендриваются, Что если сказала? имеют деньги. Ну, то есть одно из самых главных. Если он их имеет, он не будет на себя тащить там дорогой костюм, выпендриваться. Он может ходить в шортах каких-то, в шлепанцах, и у него будет в его машине обычно лежать куча бабла или дома там на банке. Да. Но он не будет выпендриваться. Квартира в бедной будет, да, у в него бедной будет стране. квартира в Майами скорее, квартира Да. в Уругвае, квартира в Бразилии, земелька на Атлантическом побережье и простая, обычная, новая, с каждые 6-7 лет, такие люди стараются менять машины, если не чаще, новая, обычная машина, которая просто ездит. Да. Вот и все. Это также и не только в этом, это также и в одежде. Если вы посмотрите, скажете, вот аргентинцы так типа Нет, одеваются. с одеждой по-другому, Лень, Ну, ты не и прав. тоже Нет, ты так. в этом ничего Ну, не понимаешь. Да, ты Нет, понимаешь. смотри, одежда по-другому. К примеру, если вы покупаете обувь дешевую, через 3 месяца вы его выбрасываете. Поэтому и мы стараемся покупать хорошую обувь, чтобы ходить несколько лет. Та же футболка на тебе не из Онцы, не из самого дешевого магазина. Да, потому что но и ты, Кардена никто тут не потому что тащит ты на ее себя. постираешь и выбросишь. То есть средний, так сказать, ценовой уровень. Потому что, ну, если дешевое покупать, то ты его 2-3 месяца будешь просто тупо выбрасывать. Оно будет у тебя линять, оно будет у тебя рваться, оно у тебя будет мяться и все остальное. А красивые шмотки люди тоже носят, но они их покупают не в Буэнос-Айресе, здесь очень дорого. Они их покупают в Майами, в Чили, тоже люди одеваются. Просто Леня, ну, думаешь, это обычная майка, а эта майка классная, ну, модная и все такое. Леня просто в этом не понимает. Так, сколько стоит квартира 2-3-комнатная возле парка? Возле этого, я так понимаю. Возле парка, к примеру, будет Ну, то есть в стоить, районе этот. если шикарная квартира с балконом, Да еще с выходом на парк, чтобы в не доме закрывало. все зависит, для начала зависит, какой категории дом. Есть примера категория, есть, ну, типа, постройка какая, да? Ну, вот сзади за нами дома торчат. Старая, новая постройка, классная постройка, такая себе постройка от застройщика, качество квартиры. Но приблизительно, я так себе понимаю, квартира двухкомнатная будет стоить около 170 тысяч долларов, а трехкомнатная больше 200 тысяч долларов. Ну, приблизительно так. Ну, новый каждый дом. Ну, новый, ну хорошо, новый. Ну, трехкомнатную квартиру, хорошую, большую, хорошая кухня, планировка и все такое, ну, вряд ли меньше, чем за 230 тысяч вы найдете. Дорого жилье. Кстати, я недавно смотрела ролик. Одна женщина, у нее, ну, типа иммобилярия, как ее, риэлтор, да? Так вот она, ну, так ездит по Аргентине, она сама живет в Росарио, у нее там риэлторская контора, и она видео снимает на ТикТок. Так вот сейчас она поехала в Усуаю, или Ушуая ее называют, да, наша Усуая, и там метр квадратный стоит 3500 долларов. Дорого. Пуэрто-Мадеро тоже где-то так цены стоят. Ну, не дешево. Так, новый я уже сказала. Плюс еще оформление, да, и все такое. Плюс не забывайте, здесь вы купите квартиру, там еще надо смотреть для начала сколько, там экспенса. То есть если там в этой квартире есть бассейн, тренажерный зал, 3 охранника, видеонаблюдение, все эти плюшки, то вы будете платить, иногда доходит до 600-700 долларов только экспенса, только коммунальные услуги, как бы, да, ну, которые не включают свет, газ, телефон. То есть вы платите только за содержание дома, можете платить 600 долларов в месяц. То есть раньше, чем покупать квартиру, обращайте внимание на то, сколько вам она будет обходиться. Потом есть еще такой налог АБЛ называется, это налог на землю. Чем больше квадратов имеет ваша квартира, квадратной площади, тем дороже, да, я так понимаю, да, чем дороже этот налог. Также еще, смотря сколько этажей в доме, тоже как-то делится.
Ну, То есть вы это должны- сколько стоит земля в Буэнос-Айресе, сколько занимает этот дом, и потом делится на всех жильцов. Если это частный дом, там вообще одуренно. То есть два За главных всех налога платят. это так, АБЛ, налог на землю, тоже платится помесячно или раз в году платите. Expenses, да, если дорогой дом, все это удовольствие вам может обходиться $1000 в месяц. Плюс еще газ, свет, телефон, интернет, что там еще, вода. Вам крутая квартира, шикарная. Вы ее купили, но вы за нее будете платить, ну, не меньше $1300, 1400 иногда. Охрана, Ах- бассейн. Не, ну это в входит в доме. expenses, я имею в виду. Ну То да. есть, а если еще газ, свет, телефон, интернет и все такое, то можете себе представить, что эта квартира дорогущая, красивая, в таком хорошем районе, вам будет обходиться еще 1400-1300 минимум долларов содержания в месяц. Правильно? Да. Так, новый. Это с услугами риэлторов и адвоката. Ну, услуги риэлтора и адвоката по-разному. По-моему, приплюсуйте еще %8 на все. Это без услуг, риэлтор и адвоката. Я не знаю, сколько услуги. По-моему, риэлторы берут %4-6, адвокаты, нотариусы и все такое, я не знаю, сколько берут. Нет, в общем, в среднем, если вы покупаете квартиру, к примеру, за 100 тысяч, еще сверху накидывайте 1008 за оформление минимум. Светлана В старом в доме. старом доме в центре сколько метр? Если метров 40, 2 комнаты. Я не риэлтор, но приблизительно, я думаю, тысяч за 40 метров, ну, тысяч за 70-80. Смотря какой центр, какой район. Смотря сколько лет дому, какое состояние дома. Ну, смотрите, в Буэнос-Айресе дешевле, чем тысяч за 60. Это убитая однушка, малюсенькая, ну, может быть, не совсем убитая, но в старом доме. Однокомнатная квартира, вернее, даже студия маленькая, метров 23-24, меньше, чем 60 тысяч стоить не будет. Так что так. Чего никто не спросит, сколько домик у моря стоит, у океана. Там я сверху цену поставил, там написано «Донат на домик у океана». Там, цена уже стоит. Можете, Там кстати, подешевле. проверить, это правда или неправда. Доскидываем, смотрите, там уже сколько-то процентов есть. Давайте доскидываем уже до 100%, там один Водички. уже есть. Водички. Да, и сразу посмотрим, сколько стоит Давай. в эту Да, я держу. домик у океана. На, попей. Я только что пил. Так, можно ли получить ВНЖ или ПМЖ за приобретение департамента? Нельзя. Нельзя. Это Рожать или замуж за аргентинца или за аргентинку? работа, учеба, не знаю, там, пытаться каким-то образом. Но за то, что вы купили жилье, вам Нет, здесь такой благодарности нет. Купил жилье, типа, мы тебе за это дамо гражданство. Нет. Это тут не канает. Моя квартира в пригороде в РФ стоит 55к. Ну ничего, у нас тоже такие в пригороде есть по 55к. Это раз, а второе, одно дело, что пишут, а другое дело, что за это дают или не Ну, дают. смотри, смотря какой пригород. В Буэнос-Айресе конечно, есть скажу. такие пригороды, где жить я бы не хотела даже просто бесплатно. Вот мне там подарили дом Матадерос и сказали: Света, вот тебе бесплатный дом, живи. Я скажу, знаете что, я лучше буду в этом парке жить на лавочке. Хотя это тоже Буэнос-Айрес. Почему? Потому что там сумасшедшая преступность. Там, просто ты, если ты там не свой, и тебя там, ты там не родился, и тебя там не знает вся страна, так сказать, ихняя, да, там, то и вообще там есть районы, где очень неблагополучные, где не рекомендуют. А есть районы, где очень хороший район, тоже пригород. Пригород пригороду рознь. Пригород пригороду в Буэнос-Айресе здесь все Грузины по-разному. какие-то, что ли? Не знаю. Ну, Есть пригород примерно. хороший, типа туда в сторону Тигры, Висенте-Лопес, Сан-Исидро. А есть пригороды не очень хорошие. Можно сказать, туда лучше вообще даже не кататься. Не то, что покупать там жилье. Даже за бесплатно. Правильно? Угу. Поэтому, да, за 55 тысяч можно и здесь Люди купить. будут фоткаться. Отвернем от животика. Но ты на себя поверни. Ну, да и я всё. и перевернул, вот он, человека. Как фотка я покажу лучше. Так что Так, написано на этапе застройки. Можно покупать? можно, но там тоже свои подводные камни, их надо хорошо знать.
знать застройщика, это так рассказывают риэлторы. Знать очень хорошо застройщика и все такое. Да, можно на этапе застройки, называется вента департамента Альпосу. Позо это типа яма. Ну да, да. Ну, типа, начиная с ямы, или под Там фундамент. пару лет дается, какой-то взнос даете, а потом каждый месяц, пару месяцев, пару лет платите и, ну, смотря какой дом, смотря, может на год, может на 2, может и на 3 даже, я не знаю. Можно, но надо хорошо знать Парень все девушку подводные беременную камни. фотографирует. Потому что есть так, здесь, например, жилье, да, вы покупаете жилье, первое, что вы должны спросить, это, а если эскритура? Эскритура a nombre del dueño que vende. То есть эскритура, это значит, что у хозяина есть все бумаги, все оформлено правильно на его имя. А есть boleto compra-venta. Это не эскритура. То есть надо, если вы покупаете, берите себе адвоката, берите себе плюс еще нотариуса, лучше заплатите 5-6 тысяч, не 5-6, 2-3 тысячи за консультацию там, или за какие-то оформления бумаги, все, чем... А здесь еще, потом я встречал таких, которые продают, к примеру, землю, землю приезжающим, там не приезжающим даже. И эта земля самозахват, то есть они захватывают землю, и тут есть какое-то правило, не помню сколько лет надо, чтобы эта земля была у тебя, и типа ты на ней там сидел, как кочка, и что-то строил. И если пройдет, и никто там не заявит свои права на нее, ну так тебе типа суд присуживает. Нет, ты можешь попросить. Можешь попросить, Могут да. не дать. И это самое. И вот многие аргентинцы там какой-то участок захватывают прямо около своего участка и долго держат, а потом уже начинают без документов тыкать, продавать его и говорят, ну потом типа ты тут еще посидишь там 5-10 лет и уже попросишь, чтобы тебе ее присудили. Ну это такой стрёмный вопросик, но такое тоже бывает, предлагают. Земли тоже так на побережье, говорят, половина земель продается без, как она, без, не boleto compra-venta, как я сказала. Эскритура. Эскритура, да. Кажут, вижа не значит плохо. Ну, Нет. может, кому неплохо, особенно если это вижа лангостура, то, конечно, это совсем неплохо. А если Вижа, это слово, 31, вижа, это слово переводится как население или поселение. А каких людей там поселение? Люди какие там живут? разные Богатые вижи. или бедные? Там Есть. живут преступники или хорошие люди, просто умильды, как говорят Да. хенте. Вижа, это как называется, это как как поселение. поселок. Как- Ну, как поселок, По- как? Поселение. Есть вижа, допустим, вижа лангостура, банки стоят, все, туристическое место в горах очень В крутое. Кордове много всяких вижа Да. такая, вижа сяка. Да, то Но это есть- не значит, что вижа это только, это не... Вот если говоришь слово фавела, Мы- все понимают, если Да. говоришь слово фавела, все понимают, что это Бразилия, и это там, так сказать, поселение. А вижа слово, это совсем другое. Есть вижа 31, где, вот в Буэнос-Айресе, где находится вся, ну, люди живут, туда лучше не ходить. А есть вижа лангустура, Пройдемся есть еще? вижа еще какая-то. Будем сидеть пока. Посидим, так, Хорошо. по-моему, лучше будет. Да. Хорошо, спасибо за ваши ответы, на нас слушаем с навели. удовольствием. Ну, Так, будет сами- масса интерактива. Так, держи. Вот. Что пишут еще? Ну вот, спасибо за ваши ответы, слушаем пожалуйста. с удовольствием. Вот То есть так. вещь это не всегда плохое слово. Так как и провинция такая-то, окей. Но это может быть хорошая провинция, может быть такая себе провинция нормальная, а может быть пару таких здесь районов есть, что лучше туда просто не. Это да. То есть вижа, как само слово вижа, это и неплохо. Привет из Мар-дель-Платы, Наталья, привет! Наталья, как там грибочки не пошли еще? Не грибочки, теплички сейчас, клубничка. Теплички. Марике, это- привет. Да, там Мы, может, к вам в декабре заедем. соберемся, да. Потом ближе к этому посоединимся. Пошли, пройдемся еще раз. Доброе утро, Или приятно посидим? слушать вас обоих. Да пройдемся чуть, там сейчас сядем. Там же есть такой классный парчик, еще какой-то Хорошо, пошли. турецкий, фигецкий, что там дальше у нас по пути. Давайте мы вам немножко еще по пути покажем, пока у вас там пальчики разомнутся, писать что-нибудь. А поставьте нам лайки, пожалуйста. Ну-ка.
лайки там такие, Кому там приятно сердечки слушать, есть и лайки. А нам приятно лайки смотреть. Там еще, знаете, есть, когда трансляция идет, там есть такие сердечки, салютики. Вот туда можно так понажимать, тогда наш стрим еще может кто-то увидит. А то Леня, кстати, кнопку уже себе заказал. Не заказал, а уже 100 тысяч у него подписчиков есть. Кнопка уже к нам идет, должна прийти вот в конце Да. месяца. Последнее извещение было, что... За 10 лет набрал Не 100 говори, подписчиков. смотри, гусята малые. Ой, Вот, смотрите, сейчас я подойду. Ты останься в тенечке на минутку. Сейчас. да ладно, я с тобой пойду. чё. Ладно. А потом я хотел дальше сюда пойти. Ладно, ну Смотрите, хорошо. как у нас тут гусята щипают травку в парках. О, выскочили. О, малышей куча. Пока Леня там гусят показывает, я нюхаю цветочки. Так вкусно пахнут. Ты нюхал? Да. Так вкусно пахнут цветочки. Будешь нюхать? Я уже нюхала. Тогда пошли по этому. Тут просто меньше солнца. Здесь уже немножко лучше, потому что меньше солнца. Вот по этой штуке. Тот же самый парк, все просто дорога другая. Здесь, есть, Какие розы, смотри. ага, Вот плетутся розы и, соответственно, получается тенек. Можно в этом тенечке прогуляться лучше. Пошли на эту сторону, потому что ты против движения идешь. Ну ничего, тут не написано, куда, в какую сторону Ты движения. же водитель, ты должен идти. Мы Правильно. же не на дороге. Вот смотри, какие розы. Во, красивое место. Лайк поставила. Спасибочки. Спасибочки. Смотрите, место хорошее. Люди с розами фотографируются. Сейчас вот на той стороне, я же говорю, если через мостик, ой, извиняюсь, если через мостик перейти, потому что тут озеро, то попадаешь на другую сторону, где вообще куча активности. Вот сейчас я. Macho, olha aqui. Olha essa. Perdón. Куча бразильцев. Куча, ну, во всяком случае, на португальском разговаривает. Куча народу. Прямо видно, какие-то у них поездки в Буэнос-Айрес сейчас. Вот, смотрите, то вторая сторона парка за озером. Здесь еще на катамаранах можно кататься. Там стоит. Арендуете и катаетесь. Ваш стрім зробив мій день, Ніла каже. Ой, дякуємо. Превелике. Вот, покажи, смотри, как здесь красиво. Да. Вот, конечно, эти квартирки, смотри, вот в этом доме, наверное, да? Вот. Да. Красота. Вот Света вам про эти квартиры рассказывает. Вот про эти вот. Ага. Вот в этом еще дороже немножко. Но тут и спенса меньше. Видите, он выше и меньше занимает на земле. Да, но если там смотря, смотря, Ну да, зависимость. если туда, конечно, Не не всегда. добавят какую-то супер охрану, супер еще Там обязательно чего-то. в таком доме будет, Лень. И зал для встреч, для дней рождения, и место для Парижа, и стиральные машинки, и что там еще, и спортзал может быть. И в таких домах обычно такое делают, Лень. Да. Как говорят в ТикТоке, делайте тап-тап парлапантажа. Типа, давайте, стучите пальчиками по экрану. Нет, здесь вот не так, там не по экрану, там сердечки есть Яка внизу. година у вас зараз? 10:34 утра. Как раз. 10:34. Ой, покажи, какие розы красивые. Вот, Ага, вот смотрите. вот Я эти, так смотри. постараюсь медленно поворачивать, чтобы вам было все хорошо видно. Потому что не все ж прямо в Буэнос-Айресе Смотри, какие. ходят. Но есть многие, которые любят Буэнос-Айрес. Понюхай. Пахнет? Сама понюхай. Пахнет вам? А ну все, нюхайте. Я приближу. Ну, понюхайте, пахнет? Класс. Шли. Светлана, на воду у вас ставят счетчики? Смотря где. У нас в нашем доме, по-моему, счетчиков нету. Мы платим одинаково каждый месяц.
одинаковую Мне сумму. Но кажется, есть что места, где счетчики нет, ставят. нет. Если дом частный, конечно, ставят. Счетчики есть, но там как-то оно по-другому считается. Счетчик стоит на входе в дом. А потом входе в оно дом. распределяется по квадратным метрам, у кого какая квартира. Ну, как-то На у нас весь дом, получается потом по одинаково квадратным всё. метрам. То есть не у каждого стоит счетчик воды и считает, кто сколько израсходовал. Во всяком случае, что пока что, не знаю, как будет при этом правительство дальше. Пока что мы воду особо не считаем, в принципе, за растраты. Там ее хоть сколько не лей, одинаково будешь платить, как бы. Но в частных домах, А в частных домах есть там, да. квартиры, по-моему, где У нас есть счетчик стоит прямо У при нас входе нет. в дом. Вот помнишь, Да, недавно да. ее стырили как Да, раз. да, да. Потом переставляли. А потом распределяется на всех жильцов и в зависимости от квадратуры квартиры. Смотри, сколько бразильцев сегодня. Прямо полно. Да. Ну, а чё? О, малышей, гусят вообще в каждой семейке О. куча гусят. Тут гусята, с той стороны гусята. Я вспоминаю дачу. У нас были гуси, и нам надо было пасти этих гусей на речке. 3 месяца мы их выращивали, этих гусей, Лень. Да. Они были умные. Мы пока играли в карты с детьми. Вот, спрашивает, Пасли гусей. вы живете в Буэнос-Айресе или в пригороде? Нет, мы живем в Буэнос-Айресе, в Капиталь-Федерале, в столице. Вот, в пригород посещаем, то есть ездим, проезжаем его мимо на машине. Но живем мы в Буэнос-Айресе. И вот я уже же объяснял, кто, может, опоздал. Буэнос-Айрес – это как бы... Вы не считаете, что центр это Буэнос-Айрес, остальное пригород. Все, это большущий город Буэнос-Айрес. Он так и называется, Гран Буэнос-Айрес, то есть большой Буэнос-Айрес. А в центр называется вообще-то Капиталь-Федераль. И это административная единица Капиталь-Федераль. Капиталь-Федераль имеет своих депутатов, имеет своего мэра, который является по Конституции, наподобие Капиталь-Федераль выделяется как... Знаете как Ватикан в Риме. Это отдельное государство в Риме, Ватикан. Пасутся, смотри. Так и у нас Капиталь-Федераль. Свои депутаты, свои, как говорят, эти самые правители, свои законы. Свои гуси. Да, свои Гуси вот наши. гуси. О, Вон целые острова с гусями, как я и рассказывал. Мостик, что туда переходишь до них, и там целые острова гусей. И тут вообще все парки в гусях. Вообще А такой... ты заметил, что мы гусей видим, а посмотри, сколько здесь памятников, утыкано памятниками, если посмотреть, бюсты Да, вот эти все, смотри. да, полно. Их тут вообще просто один на одном. этот Просто наш взгляд на них не задерживается, мы любим природу больше, да? Да, спасибо, Заметил? разъяснение по воде. Я часто видела, как показывали со счетчика, снимали, открываем маленький люк у подъездов, да. И не понимала, как они вычисляют, сколько потратила какая квартира. Нет, вот этот люк перед подъездом, вот то и есть как бы общий счетчик. А потом по метражу распределят на всех, пораскидывают. Большая квартира, больше значит трата воды. Меньшая квартира, меньше трата воды. И вот так вот типа и распределяется. Свою квартиру купили или снимаете? Ну, сверху уже написано прямо, смотрите. Вот написано сверху, сколько уже на домик у океана. Так что еще нет, еще тут не додонатили до домика у океана. Потому что мы хотим дом у Осторожно, океана. Лень, под ним. Хорошо. Блин, тут гуси, когда перебегали дорогу, в общем, это самое, поставляли следы. Удобрили дорожку. Да, удобрили дорожку. Сколько вы платите за отопление этой зимой, сколько у вас электричество стоит? Электричество стоит дорого. Ну, я не знаю, там зимой, не зимой. За отопление зимой мы практически ничего, я думаю, такого особо сверхъестественного от того, как всегда, не платили. Во-первых, зимы у нас более-менее теплые. Я бы не сказал, мы что там дико отоплением пользовались, если раз 5-10 теплые, включали. Лень, смотри, теплые в твоем понимании. Ты в вязаной теплой кофте, подожди. Не, в теплых штанах и вязаных дай носках. договорить. Я в плане того, что здесь мы не включаем отопление и сидим с отоплением круглые сутки. То есть включили, подогрели, выключили, и, соответственно, и не каждый день. У каждого своя газовая колонка в квартире, в нашем доме, к примеру. И мы включали, наверное, раз за всю зиму, наверное, раз 10, зима была Ну, я об прохладная. этом и казал. А так мы просто 5-10 ходим, раз тепло включали. одеваемся. Не значит, что в комнате может быть 16 градусов, но для нас это не холодно, мы привычные.
Мы оделись тепло и все, мы не палим. А если, конечно, включить и всю зиму гонять отопление, то и Как-то 30 тысяч может Да, набежать. прошлые зимы мы вообще кондиционер включали на теплый режим, да и все. В этом году включали газовую, ну такую у нас печка газовая в стене вделанная в доме прямо. Посидим на этой лавочке. Давай. Багаж дешевле света. Да. У нас свет по-разному. Там, чем ты больше тратишь, тем больше платишь. Плюс еще... Может, туда пойдем, там Хорошо. тень. У кое-каких людей, у некоторых есть субсидия. Если у них, например, зарплата дешевле, меньше, чем там, по-моему, 3 миллиона или 2 миллиона, да, что-то семья получает, то можно оформить субсидию, это будет дешевле. Но с приходом новых правителей газ, свет, вода и все поднялось, наверное, раз в 7. Да. Ну так, грубо выражаясь, в среднем, вот последнюю За год. оплату, насколько я помню, последнюю оплату, в месяц где-то приблизительно за газ было 1025 и за свет было 1025. За что-то было 30, за что-то 25. У нас субсидии. Да, и Как у это нас то, что мы субсидии. еще оформляли субсидию, то есть, что мы еще не миллионеры, соответственно, как бы меньше мы платили. Пока так. Что будет в следующем году, мы не знаем. Да, да тут не знаю, что в следующем месяце будет, не то, что в То есть у следующем нас году. оформлена Сейчас. субсидия, и дорого, короче. Да, чем греются частные дома зимой? Мардельплатье. Саламандрами. Газ распространен. Ну, распространен, конечно, и газ. У многих людей есть газовые баллоны, отдельно газовые баллоны, да? Смотря где. В Мардельплате тоже не везде газ проведен. Если в квартире, то есть газовые обогреватели, электрические обогреватели, да? В частных домах я видела, у многих стоят, печка стоит, саламандра называется, да? Как она называется? И люди топят дровами многие, углем. Буржуйка такая. Многие. Смотря, если дом богатый, все по-богатому, то там есть людям чем отопиться, есть чем заплатить. Если человек не по-богатому, то топит дровами. Вот один пишет, что ему эти памятники напоминают кладбище. Не, кладбище это там, где, знаете, эти с флагами. Здесь у нас просто это памятники. Никому, вот, честно говоря, в голову не придет подумать, что это кладбище. Я имею в виду напоминаю. аргентинцам. Напоминаю. Аргентинцы воспринимают это как памятники, там написано кто, какой человек, что он сделал, блин, там хорошего для Аргентины. Так, сколько у вас кредитных карт? Вы, наверное, не поверите, если я скажу вам честно. Сказать? Сейчас скажу. У нас нет ни одной кредитной карты, ни одной. Нормально? Вот. Так что хотите верьте, хотите не верьте, но мы в кредит не привыкли как-то жить за всю свою жизнь и никогда их не брали и ни одной кредитной картой не пользовались. Пока нам не надо. Пока что мы обходились без кредитных карт. То есть есть такая пословица: протягивай ножки по одежке. Вот на что есть, на то и ножки протягиваем, а в кредиты не лезем. Соответственно, даже кредитных карт нет, и вот сколько там банки не рассылают рассылки, возьмите. Мы эти рассылки, как говорят, не берем. То есть есть деньги — покупаешь, нет денег — не покупаешь. Все, закрываешь хавальник и сидишь. Шучу. Но факт в том, что нет у нас кредитных карт. Я имею в виду лично у нас в Аргентине, конечно, кредитные карты распространены, и все как у всех. Вот, на пенсию пойдете, денег с пенсии будет, на съем жилья хватать. Да что вы, блин, все время про это, блин, про всю хату. Что-нибудь в мире есть, кроме хаты, блин, что-нибудь такое, чего вас интересует? Вот. На пенсию, когда пойду, тогда и буду знать, хватает, не хватает. Пока будет пенсия, будем смотреть, сколько будет стоить жилье, кто будет президентом. Откуда мы знаем? Я же не на пенсии. Когда буду, там смогу рассказать. Через об этом. полгодика расскажешь. Да. Но смотрите, на сегодняшний день пенсия вместе там с какими-то еще доплатами, минимальная, да, которую получает основная масса народу, $300. Хочешь, смотри, посидеть тут в тенек? Не, она совсем холодная, эта хорошо. скамейка. Походим. $300. А он еще тенек. Ну, пошли попробуем. Если она не холодная, это Я вот скамеечка. это покажу, хозяйство. Смотрите, это, Ты по-моему, меня какой-то перебил, знаешь? $300 Ну, пенсия. ты хотела договорить. $300 пенсия. В принципе, снять квартиру, ну, можно. Но это только хватит снять квартиру. А дальше лекарства,
а дальше покушать, одеться и все такое. Это нужно еще работать. Поэтому у нас в Аргентине все люди, Вот там и тут. у которых пенсия... Нет, тут не хочу, тут грязно. Пошли на другую. У которых пенсия, так сказать, минимальная. У нас еще все работают, пока Пока могут. могут. Все люди работают. У кого, конечно, шикарная пенсия, у Это- кого там какие-то... Знаешь, у многих людей здесь, аргентинцев, у них же здесь бабушки, дедушки, им остается наследство, фабрики, заводы, пароходы, магазины и все такое. Они, об этом не думают. Это раз. Второе, в разные периоды бывает и разная пенсия. Наподобие, вон туда хочу. Наподобие, как-то был период, тут была пенсия как бы в долларах, и $600 она была. И 700. И 700 была Минимальная. минимальная пенсия. Нормально. И в то И же цены время были, можно было цены жить, да. были в 10 раз дешевле. Соответственно, конечно, пенсионерам хватало. И всякие у них были прибамбасы, там какие-то для пенсионеров организовали поездки, там путешествия, там социальные службы и все такое. То Да, есть, здесь грязно, смотри, грязно, какой значит, грязь. идем Я не дальше хочу гуляем. здесь сидеть. пошли найдем, где Посмотри, тебе какое понравится. оно. Вон, по-моему, чистая. Ну, пошли. Аж там. Хорошо. Так что все меняется. Сейчас такое положение дел в Аргентине. Оно может измениться. Вон чистые, наконец-то. Хорошо, пошли. Оно может все измениться. Будет другое правительство, будут другие, как говорят, прибамбасы. Может и пенсия поменяться, может и все. Я же рассказываю. Были такие прибамбасы. Вот садись. Когда это все стоило вообще по-другому. И, соответственно, и цены были другие. Сейчас так строить, но не все же на всю жизнь. Так что, ребята, посмотрим, поживем, увидим. Пока, честно говоря, не живем теми мыслями, а что будет на пенсии, а что будет смотреть. Так, я шукаю треножку снова, чтобы обпереть об что-то нашу трансляцию. Сейчас мы тут установимся, посидим в холодочку. Так. То есть вы не пользуетесь даже этой опцией квота син интерес? Нет, не пользуемся даже квота син интерес. Не пользуемся, потому что... Ну и потому что не пользуемся, потому что мы привыкли так, что кредит по-любому ты в долгах. Как говорят, берешь чужие на время, отдаешь свои навсегда. Да, это у вас, знаете, ой, вот еще это куплю, а потом еще это, потом приходит месяц, надо платить за это. В Аргентине все нестабильно. Сегодня Я не стоит говорю, так, что другие не пользуются, мы говорим про себя. Другие пользуются кредитами, кредитными карточками, всем, чем хотите. Не упадет оно? Нет, будет падать, я поймаю. Ну, переведи тогда. Да. Тык. Вот. Ну, как-то низко, лянь, сильно. Ну, выше поднимем Конечно, нам-то выше что. поднимать. У нас это все дело делается. Так, Это где-то. вот У так тебя где-то. голова вообще отрезана. Ну ничего, подрежем, подкрутим. Вот смотри, уже не отрезанная. Уже и нормальная головка. Так. Так. О, люди расшевелились немножко. Ну-ка, посмотрю, сколько здесь, что уже начали хоть писать. Хоть чуть-чуть уже разработали пальчики. Леня. 46 активных человек. Хорошо. Так. Теперь. Син интерес ответили. Классный стрим. Какой образсоциаль вы используете? Я пока покажу. Если у перестанут давать справку судимым, получить без права ее не судить, я вам на это отвечу. Думаю, нет. После того, как началась война, вот, когда Россия напала на Украину, украинцев начали поддерживать во многих странах, в том числе и Аргентина. Аргентина в каком плане поддерживает? Она, конечно, отличается. То есть здесь ничего украинцам не дают по приезду в плане того, пособий не дают там жилья бесплатного. То есть дают только право на убежище, право на жизнь. И то есть ты приезжаешь из Украины, и тебе дают сразу типа такую визу с правом работы, все на 3 года или на 2 года. Но там уже указано в этом законе, который приняли именно в связи с войной, что это с правом остаться, получить гражданство.
И в этом не указано, как обычному иммигранту, что ты должен предоставить справку о несудимости и все остальное, потому что их берут как беженцев, а не как обычных иммигрантов, которые приходят и должны проходить вот эту всю процедуру, типа справка о несудимости, 5-10. Это приняли тогда, когда началась война. Так что на данный момент, в принципе, я не видел в том законе, я его читал, делал видео вот про этот закон, там переводил его и все. Там не было указано вообще о том, что тех, кто именно приезжает сейчас, как рефухи. Да, но ты не путай гражданство и рефухи. Нет, потом да. На гражданство. Но там написано, что они имеют право продлить и да, получать. Но люди спрашивают на гражданство, обязательно нужна справка о несудимости. Со всех стран, где вы были. По-моему, Посмотрим. больше, чем полугода. Пока что. Без справки о несудимости украинцы могут приехать и получить, как говорят, право жить и работать. Дальше, как будет через 2-3 года, когда у него это право закончится, посмотрим, как ему будут продлевать. Надо будет эта справка, не надо будет, и посмотрим. Я думаю, справка о несудимости для гражданства будет нужна. Свет, дело в том, что есть закон о гражданстве, а есть то, что приняли в связи с войной Так люди конкретно спрашивают определенный. гражданство. Да, но Так гражданство не... Ладно, я не буду спорить, но я думаю, что нужна будет. Лучше узнать у какого-нибудь иммиграционного адвоката. Кстати, обращайтесь к адвокатам испанским, аргентинским, да? Да. Сейчас переводчик, можно перевести все. Заходите в чат GPT, чат GPT, пишите текст, переводите и на e-mail посылаете. Адвокатов тоже есть, иммиграционных адвокатов очень много. И спросите у них, они вам ответят и переведут. Напишите, испанского не знаю, знаю такой-то язык, у меня вопрос такой-то. Можно ли? Потому что, мы можем разговаривать, но я думаю, это то, что последний раз принимали после войны. Есть видео, есть закон, номер, посмотрите в моих видео, там есть этот закон и ссылка на сайт правительства. Ленечка, Заходишь там и спрашивают смотришь. люди про гражданство. Свет, там спрашивают, я Как говорю, что вопрос сейчас был? можно приехать и остаться. Ну, может, кто-то уже здесь сидит, и ему Может, надо. так это он к уже- адвокату пойдет, кто-то уже узнает. здесь. Так я же и говорю, обращайтесь к аргентинским адвокатам по иммиграционным делам. Пишите им, переводите, пишите, и они вам ответят такие вопросы. В Аргентине Через есть переводчик. фудбанки или бесплатные столовые? Нету. Бесплатные столовые есть? Помидоры. Но Гуманитарные, в но том- это не Там, для вас. знаете, такая каша-малаша, и это действительно люди, которые бедных. голодные, которые бедные, Для которым бомжей, больше для нечего вот этого покушать. вот. Не могут. то, что под церковь можно постоять, там тоже периодически раздают, они приходят, стоят, Надо ждут, пока там. Но смотри. это не то, как вы видели, может, там в Америке, там пришел, тебе У них есть понадавали расписание, к продуктов примеру, кучу. такой-то в четверг церковь там кормит, такой-то там в понедельник туда, такой-то Да. сюда. Никаких таких фудбанков, когда ты Пришел, набрал продукты, нет. приезжаешь как в Америке, как в Канаде, такого ничего нету. Тут бы все разобрали за 2 Тут дня. фудбанк такой, поехал на рыбалку, поймал рыбу. Это твой фудбанк. Сколько вам с супругой лет до пенсии осталось? Много. Да, очень. Так что дойдет до пенсии, мы, сделаем Женщины о стрим. своем возрасте не говорят. Дойдет, поэтому извиняйте. мы будем рассказывать про это. Пока что это нас еще не касается. Да. Мы вместе с женой поехали в Аргентину или там познакомились. Нет, мы приехали вместе. Вот, все хорошее везем с собой. Так что прерывается, начал звук и видео. Это плохо, к Мы сожалению. сейчас посмотрим. Голос прерывается. Показывает сигнал хороший, не знаю, на зеленом. Может, наушники садятся, нет? Нет, наушники не садятся, все. Хорошо, посмотри еще раз, может, уже не прерывается. Может, Напишите может сейчас. у кого-то. Там же тоже с интернетом такое дело, особенно Так, если там... интернет плохой пишут. Не, многие пишут. Ничего не слышно, Лень. Давай перейдем Пошли. в другое место. Сейчас будем переходить, значит. И раз не слышно тут, найдем другое местечко. Может, в этом месте и плохой. Пройдемся чуток. Сколько всего интересного рассказали. Не говори. Жаль, никто не слышал. Может, и хорошо. Да, я же скажу, жаль, никто не слышал. Сейчас почитаем. Может, там уже комментарии прошли. Так, а ну стой. Переведи туда. Свет, не цей. Стой, я почитаю. Ничего не Свет, ты слышно. видишь, что нет этого самого? Ничего не слышно, стрим тормозит, все остановилось. Перейдите в другое место. Мы переходим. Сейчас посмотрим. Там что-то повторите про зарплату. Пускай сначала нас будет хорошо слышно. Уже хорошо слышно, все Вот, пишут. видишь?
Стало лучше, хорошо слышно. Так что идем, ищем другую лавочку, где нас будет вообще хорошо слышно. Мало ли, может там засада. Да, там А засада. может там то, что я рассказывал, специально решил Пошли этот Роскомнадзор, перебить мои слова. Там же этот самый. У вас же есть чекисты, которые сидят в стриме, перебивают. Ну вот, наверное, им что-то не понравилось в моих словах. Мне, кстати, на этой программе один раз такое было. Я тоже там что-то попытался резко высказаться. И резко начал пропадать звук в этом. Я потом ее вытер, снес эту программу. И решил стримить напрямую через YouTube. Но там качество трохи хуже, все-таки напрямую через YouTube. И вот я как бы несколько стримов назад снова решил вернуться к этой программе. Но сейчас смотрю, если не туда тявкнешь, сразу почему-то звук пропадает, блин. Мне кажется, что это вообще не из-за интернета. Мне Спроси кажется, лучше, это откуда из-за... тебя смотрят, так ты будешь Да, знать. это у кого там, хоть напишите, с каких стран Стой. меня так вот было не слышно. Стой, вот Чтобы шелковец. ради прикола. Просто, чтобы знать. Покажи людям. Скоро будет шелковицу будем обдирать. Смотрите, еще... Тутовник или шелковица называется. Да, еще не созрело, Вот дерево целое, но видишь? скоро погоним. Скоро на варенью пойдем, смотрите. Вот Хотите? говорят, это ваш фудбанк. Фудбанки аргентинские. Рыбу наловили, шелковицу порвали, Шелковицы надрали. бесплатный фудбанк. Он. Не, народ, правда, если сейчас слышно, напишите А ты насчет этого. полистай, Лянь. Ой, тут сейчас окей. Так, стало лучше. Смотри, уже хорошо слышно. Если жить в Аргентине, получать доход в долларах с иностранной компанией, какие будут потери в курсе доллара? Смотрите, рассказываю. Сейчас, если вы житель Аргентины и хотите получать доллары, Пошли прямо где-нибудь. доллары, Где-нибудь сядем, да? то обычный человек, я имею в виду, там у вас оформлена обычная монотрибута, там вы как ее там, Фриланс. фрилансер, и заводите деньги в Аргентину, сейчас, на данный момент, без потерь вы можете завести 24 тысячи долларов в год. По 2000 долларов в месяц вы можете прямо перечислять на свой банковский счет долларовый в Аргентине. Это то, что вам не будут обменивать. Я читал буквально 3 дня назад. Было 12 тысяч, сейчас сделали Твой 24. Контадор рассказывал. Да, сейчас стало 24 тысячи. Ну там с бумагами еще волокита, Нет, это не да. просто так. Это не забудьте, что это не Это просто не- взял, перевел. не-не-не. Не-не-не. Вы должны выписывать счета в налоговую, так сказать, в налоговую компанию о вашей деятельности, какая компания вам переводит, за что, за какую работу. Само собой, вы должны платить налоги, но вы можете эти доллары просто получать. Люди заводят на крипту, по-моему. Да, но основная масса там крипту, то все. Так, про справку о несудимости уже все хорошо слышно, без обрывов. Мгм. Так, зря вы сюда присели. Можно в эту часть вырезать, смотреть невозможно. Уже прошли. Ну, мы вырежем потом дома. Да, да, никто ее вырезать не будет. Не, ну Кому? когда стрим уже загрузится, Хорошо, там, где хорошо. ничего не слышно, что Хорошо, можно вырезать. стало и чё. лучше, уже слышно. Если жить так, получать в долларах иностранных, какие потери? Если свыше 24 тысяч, надо, чтобы переводили на песо по государственному курсу. Кстати, государственный курс все время поднимается, так что скоро он будет почти такой же, как и негосударственный. Ну, они же хотят унифицировать уже вот. Да. Так, нет, звук окей. Это интернет у слушателей. Во, чула? Какой доход, если жить втроем в Кордове? Там же дешевле аренда? Ой, не знаю. Думаю, Ой, ничего Кордова- не... Кордова где? Столица или Кордова какой-то поселок, куда надо машиной еще от столицы 1,5 часа ехать по камням? Если Кордова столица, там цены такие же, как Буэнос-Айрес. Ну, если столица провинции Кордова, Ну да, Кордова город. Кордова город, то там то же самое, что и в Там то же Буэнос-Айресе. самое. Ничего там не дешевле. Вы не думаете, что поехал он в Мар-де-Плате, Не, не что дешевле. дешевле? В основном, смотрите, мы когда поехали, часто бывает так, что мы с Буэнос-Айреса ездим там, ну туда, ну поехали мы, например, Поездки. в поездку, да, поехали на эти, Приезжаем и удивляемся ценам. в прошлом году мы ездили, в позапрошлом, Да. на эти, купаться, в термальные воды. Так там хлеб был в 2 раза дороже, чем в Буэнос-Айресе. В Буэнос-Айресе не всегда цены дороже, чем, ну, самые дорогие цены. Я Бывает очень часто наоборот. Я насколько помню, на Косту поедешь, там всегда дороже, чем в Буэнос-Айресе. Я дороже. ужахаюсь. Я предпочитаю отсюда мясо купить, чем на Косте покупать. Ну, если не если супер- нет Карифура какой-нибудь или супермаркета, там да. Котов, блин, Дороже. то там будет гораздо дороже. Кордова не дешевле, чем Буэнос-Айрес.
Если брать, к примеру, квартира в центре города Буэнос-Айрес и квартира такая же в центре города Кордова, они будут одинаково стоить. Да. Мы тут остановились вот здесь, в тенечке. Так, ну ты поверни, чтобы тебя было видно так. Так, интересно. со справкой о несудимости уже было нормально. Хорошо. Там, где пока не Из проверял. Бельграна было слышно, сейчас окей. Было не слышно. Так что хорошо, тогда мы понимаем, хорошо, это, извините, Роскомнадзор ни при чем. Это 5G наши долбаны, которые то 5G, то не 5G. Сели в другое место и оказалось, видите, за дерево не за то сядешь и все, уже не слышно. Так, ладненько. В Турции не слышно было, понятно. Нас смотрит Турция, привет там туркам, кто в Турции живет. Какие декларации, сколько раз в году подают аргентинцы? Какие декларации? Смотрите, декларации, по-моему, на богатство подают раз в году. Потом всякие другие декларации наподобие о твоих доходах, и чтобы платить налоги, ты каждый месяц налоговую инспекцию описываешь, сколько ты чего получил, и вычисляешь, сколько ты чего будешь это. Потом в налоговой инспекции надо 2 раза в году проходить обязательно. Это самозанятые, как мы, к примеру. Да. Монотрибутист. Обязательно эту как она же называется. Ну, в общем, подавать по-новому декларации за последний год доходов каждые полгода. И они по-новому начисляют тебе или больше, или меньше твоих налогов, в зависимости от того, что за последний год ты зарабатывал. Так что деклараций у нас всяких хватает, которые нужно подавать. Вплоть до того, что ты по почте получил какую-то штучку дурацкую и там принеси за $1, и ты уже должен писать декларацию в налоговую инспекцию, что там в той штучке и сколько... Вот сейчас в эти, по-моему, сейчас моменты подается декларация. Если у вас есть машина дорогая, если у вас есть яхта, если у вас есть там несколько квартир дорогих, то есть там топы цен, и вы подаете, у меня есть то-то, и с вас берут налог на это все. На богатство. Да, чем больше вы имеете, тем больше вы здесь платите за все. Да, знаете, какой, не знаю, как в этот раз будет, у нас есть такая, как же она называется, ну, это отмывание денег, как оно там Lavado de dinero. Нет, как оно сейчас на государственном уровне называется. Ну, вот, что подают все, типа, бабки свои, чтобы рассказать государству, что у них скованные деньги есть. Ай, блин, ну, сейчас объявил новое правительство. Я не могу вспомнить слово, ты меня заговорил. Ну, в общем, мы посмотрим. Бланкео объявил. Это уже где-то 4-й раз в Аргентине происходит бланкео. Бланкео это что? Это типа отбелить деньги. Оно такие есть. Бланкео, бланко, это типа белое, типа отбеливание денег. Легализировать свои доходы нелегальные. Да. То есть у вас были нелегальные доходы, вы их попрятали под матрас. Теперь правительство объявляет, если вы принесете эти доходы на определенные счета в банке и типа заявите, что они у вас существуют, там есть одно из условий, по-моему, год нельзя их брать и пользовать, а потом... Если типа... после 100 тысяч, до 100 тысяч ты можешь забирать уже в ноябре месяце. Да, после 100 тысяч. Долларов. Ага. И потом типа вам скажут, что ну теперь значит эти доходы легальные и все в таком духе. Ну, это... Доходы, плюс сейчас я договорю, если вы дом купили, а вы никак не можете, вас спрашивают, откуда деньги, вы не знаю, откуда деньги, не могу вам доказать, откуда эти деньги. Заработал, но вы как бы налоги с них не уплачены. Вы тоже можете этот дом бланкео засунуть. Все можно бланкеарить там. Да. Машину можно, в общем, все. Многим это нравится, я знаю людей, которым многим это нравится, многие опасаются этого дела по одной простой причине, что это не первое, это не выдумка нового правительства, это уже было раза 3 до них. И это всегда делается тогда, когда правительству не хватает денег. Вот когда им не хватает денег и не могут удержать экономику, они делают бланкео, чтобы эти деньги вошли как бы вот туда в банки и на годик там полежали. А дальше жизнь покажет. А еще в чем прикол был, когда делал такое бланкео, допустим, Макри, бывший президент, ну через 1 назад. Так это, он еще как быстренько всех развел. Там лавочка освободилась, которая в тенечке. Пошли, о, на лавочку в тенечке. Если сейчас, только быстрее иди, потому что сейчас займут. Сейчас посмотрим, если я успею, то я дойду, если не успею, то не дойду. Потому что эти мальчики ушли, Угу. и там освободилась одна. Хорошо. В тенечке можно посидеть. Я лично не вижу, где, про что ты говоришь. Ну вот здесь было, они сидели и ушли. А, вот точно, есть. И в чем был прикол, то есть вы вот, к примеру, имели деньги там под матрасом или в банке 3-литровой, и не заявляли о них. Там покупали себе, что-то подменивали, что-то подкупали, а потом раз вы такие говорите, ну все, мы сейчас типа все отмоем, станем этими.
Раз заявили. Ой, А она мак- не чистенькая. Ну, они уже посидели Ой, здесь. пошли, а на эту, Лень. А, вот, наверное, там может... В общем, тут сильно лавочка. Надо как бы. только у людей спросить, если здесь звук хороший. Да, вы сейчас щас- сядем, а вы сразу пишите, Да. звук есть, Вот звук здесь. нет. Вот тут лучше. Да, тут хотя бы мы можем присесть. Мы не очень далеко от того места, где не было звука, но постараемся. Подожди, не рассказывай. Сначала пролистай комментарий и попроси народ, пускай, пожалуйста, напишите. Народ, звук есть, нет? Напишите, мы здесь переместились в другое место. Слышно ли нас или не слышно? А то мы сейчас будем рассказывать, а будет сейчас, подожди. А будет ничего не слышно. Ну, будет Не слышно, застряло? скажут. Нет, не застряло. Ну, Лень, подожди, давай правда посмотрим. Ну давай, видишь, что сигнал на полную. Ну, хорошо. Что ты мне вот все время? Окей. Пока не напишут, они специально писать не будут, ты будешь сидеть и смотреть молчки в это. Так вот, что сделали бывшее правительство с таким Бланкео. Они подождали, пока все, ну, кто поверил, понес деньги, заявил о том, что они есть. Они взяли и сразу 5 раз подняли налог на богатство. То есть они типа все стали богатые, они поприносили деньги, заявили официально, что у них есть деньги. А потом они подняли налог на богатство и за несколько лет выкачали все эти деньги просто налогом на богатство. Так что тут теперь я вот знаю, которые возрадовались такому делу, а и в то же время знаю многих, которые теперь с опаской на это смотрят. И так эти тоже что-нибудь придумают, типа занесешь, а они там потом что-нибудь прикинут, что-нибудь подымут, какой-то налог добавят, и, блин, опять все будет. Переведут всех на Е-доллар. Ну да. Посмотри, не написали, слышно, нет? Что Ладно, пишут? опять все тормозит. Видишь? Пошли, Так что я тебе всё. говорю. Пошли мы отсюда. Раз все тормозит, мы больше к этому месту не возвращаемся. сначала надо Идем где-то в другое место и все. Спросить, а потом рассказывать. Адьос пишут. Ну вот, Ну, один пишет адьос. ну вот. Ну, адьос, так адьос. Вот здесь расскажи еще раз про эту Бланкею, Да. потому что там не было. Звук есть. Вот сюда идешь, звук есть. Там идешь. Так, ладно, мы, в общем, в ту сторону уже не идем, потому что тут звуки. Хочешь, там пройдемся уже по этому или еще по парчику походим? Ага. Да, будем по парчику ходить. Так, звука не было, значит, все, мы уже в то место не пойдем. Так вот, я что хотел про это Бланкео рассказать. Я говорю, что прошлое правительство наколупало таким образом, что народ, который им поверил и занес деньги туда, они потом резко им подняли налог на богатство. С тех пор, как они занесли деньги, официально о них все нормально было, пишут. Ну не знаю, Лень, Ну ничего, потом уже посмотрим. все, да, пойдем уже Потом- туда, куда потом собрались, а потом это самое. И, соответственно, взяли и их ободрали этим делом. Теперь я знаю людей, которые, с одной стороны, хорошо к этому относятся, говорят, мы все поотнесем туда, а в то же время знаю и многих людей, которые говорят, не, мы типа второй раз на эти грабли наступать не будем. Так что тут каждый сам должен для себя решить, как поступать, потому что я что-то пока что не очень вижу, чтобы правительство было просто за, ну, как бы за народ. Я пока что вижу, что идет то, что как бы постоянно надо у кого-то чего-то отобрать. Есть или налогами, или повышениями там тарифов каких-нибудь за свет, за газ, за что-то там раз в 10. Ну, чтобы Вот в общем, раньше, помнишь, пенсионерам давали многие лекарства бесплатно. бесплатно. Там был список лекарств, им и ПАМИ вот это давала лекарства бесплатно. Сейчас это убрали, так? Ага. И теперь за лекарства надо платить. Но, мало кто знает, но есть такая страничка в интернете специальная, куда, если у вас пенсия маленькая совсем, то вы туда записываетесь и просите, так сказать, говорите, у меня не хватает денег и все такое. Если у вас действительно нет за собой 3 квартир, машин, пароходов, да. самолетов, то вам еще можно оформить такую субсидию, как бы. Сейчас. Так, ты тут будешь, я пойду? Да, На. оставь мне микрофон. Сиди. Я тут похожу. Ага. Сейчас, ребятки, я второй микрофон себе, чтобы Света скоро придет. Прицеплю, чтобы он у меня тут не это. Вот так, я буду у вас стерео теперь звук давать. Потом Света придет, продолжит тоже рассказывать. Так, значит. Все нормально. Мы пишем сразу, читаете не сразу. Звук есть, только картинка хуже стала. Про бланки было слышно хорошо, в Риколете слышно и видно нормально. Хорошо. Так что, ребятки, тут такое дело. А то, что тут перед этим спрашивали.
было что-то, чтобы мы пропустили. Какой доход, это Света говорила, какой доход? Что дала ликвидация налоговой? Это я видел, хотел ответить, но ну, полная ликвидация еще не прошла, но я думаю, ничего она не дала. Это ликвидация налогов. Максимум уменьшат кое-каким там, не знаю, 20 человекам зарплату и уберут, даже не то слово, что уберут, я думаю, переставят с места на место около 3000 человек, тех, которые устроились при прошлом правительстве в налоговую инспекцию. И больше ничего. А еще даже я могу предположить, это чисто мое мнение, то есть мое мнение, сразу говорю, это ни в одной газете не писалось, ни один корреспондент не говорил, никто, ни правительство не говорило, это чисто мое мнение. Но так как старожителя уже, я могу предположить, что добавят налоги. Вот. То есть всякие вот такие реформы, которые вам говорят, что будет так, при этом правительстве все делается с точностью наоборот. Если скажут, что что-то упростят и теперь будет более просто, это значит, готовьтесь, вам еще добавят налоги. Вот. Тех, которые там вначале рассказали, что вот есть такие, есть типа такие главари типа налоговой, которые там получали по 30 тысяч долларов, по 17 тысяч долларов. Так дело в том, что как потом оказалось, как теперь уже прошли как бы эти журналистские расследования, все, так они-то назначены, эти главари, были как раз уже новым правительством, которые такое получали. То есть это у них там какая-то перетасовочка происходит внутренняя, ну знаете, как это, передел. Но это не значит, что вы будете меньше платить налогов, что у нас перестали быть налоги, и что не надо подавать какие-то декларации, считать доходы. Нет, это все осталось на месте, и я подозреваю, что добавят. Вот лично мое подозрение такое, что тут еще и кнется. Так что ничего не дала. Ладно, посмотрим, что еще может. Так, какой доход нужен Иру, то сюда даже если будете в среднем вот так где-то и рассчитываете, что, чтобы вы могли спокойно, так сказать, подумать о том, что вы там куда-то съездите, не просто же надо жить втроем, это имеется в виду там покушать и не умереть. Если просто покушать и не умереть, то, конечно, меньше. А если жить, имеется в виду там где-то, и можете в кинотеатр какой сходить, когда-то и в кафешку какую-то заглянуть, когда-то съездить куда-то там, в какой-то центр или в музей, там, походить в театр. Ну, одним словом, просто жить вот так, не роскошно, но в то же время и не смотреть все время в кошелек, не заглядывать, сколько там осталось. Ну, рассчитывайте где-то 1700 долларов в месяц. Так, погуляем. Народ присел под этим. Hola. ¿No hizo video de pesca hoy? ¿Ah? ¿No hizo video de pesca? ¿No fue a pescar? Ayer. ¿Ayer? Ayer. Hoy en Parque de los Niños y voy a hacer hoy este video. Y ahora está en directo, pero por ruso, en otro canal. Por eso. Sí, hoy no es día de pesca. Ayer estuvimos en el Parque de los Niños. Ayer salió video sobre pesca en costa, de tiburones. Porque hice viaje en semana en Faro Gerandío, como se llama, ¿viste? Ahí atrás de Villa Gesell. Ah, sí, sí, sí. Y mira, justo estaba luna llena y tan llena que no picaba nada, ni variada, ni tiburones, no solo a nosotros, a gentes que siempre viene a pescar tiburones, que tira cañas con drones, que tira línea con kayak. Estaba lleno de estas gentes, pero no. Bueno, pero igual, vamos a seguir intentando. Чао. Так, ребятки, просто поговорил со своими зрителями. Я надеюсь, вы все поняли, да? Мы про рыбалочку поговорили.
Вот, спасибочки. Единственный канал, на котором не пропускают даже длинные рекламные ролики. И всем советую, правильно. Мы стараемся для вас, вы стараетесь для нас. Так что так оно и есть. Видите, я же говорю, тут вот мы поехали, ну кто видел ролики, тот видел. Мои, допустим, ездили мы на рыбалку с Сашей, вот, с товарищем на его машине. Ну, в прошлых роликах показывали, там вот на океан, то на сё. Везде встречаются какие-то твои подписчики, то есть я имею в виду мои подписчики. Мы заехали в супермаркет около дороги, за 400 километров отсюда. Там меня начали спрашивать, куда я еду. Оказалось, что мои подписчики работают в мясном отделе мясниками, а мы как раз хотели купить на шашлычок себе этот самый мясо. Сейчас вот гуляю по парку, видите, спрашивают, когда будет рыбальское видео. Аргентинцы люди приветливые, добрые, так что это хорошо. Так, вот фонтанов шум идет, лучше подальше от них ходить. Я же вот это так и сделал. Просто, честно говоря, еще есть такое, что если ходить, когда будет обзор цен на маты. Да, вон поедем со Светой в магазин, да сделаем обзор цен на маты, если вас интересует. Проблем нет. Пока Света собирает кошелки, ну типа эту корзину набивает, я могу ходить со своим телефоном и делать вам или стрим, или поснимать, как говорят. Пройдем именно по полкам маты. Хорошо, что подсказали. Всегда интереснее снимать то, когда знаешь, что тебя это, ну как бы, кто-то просил. Так попроще. Так что сделаем. Так, какие сейчас иностранные специалисты важны в Аргентине? Предлагают ли зарплаты экспата, то есть там $7 000, 3000? Я не слышал, ребята, чтобы такие кто-то предлагал. Скажем так, это, конечно, официальные цифры, я в них не очень верю, в официальные цифры, то есть я думаю, что это больше, потому что у таких работников как бы всегда есть другой доход. Но зарплата министра $4000. Вы хотите, чтобы тут кто-то вам предлагал $7000 зарплаты в Аргентине, когда министр в правительстве официальную зарплату получает 4000? Чё-то я сомневаюсь. Я, конечно, сомневаюсь в том, что министр живет только за 4000, но официальная его зарплата такая, как они рассказывают. Так что я что-то дуже сомневаюсь, что кто-то будет 2 министерские зарплаты вам предлагать, приехавший сюда. Когда будет, мы читали, как называется испанский канал про рыбалку, Videos de León. Здесь меня называют, чтобы не говорить Леонид, там, чтобы не этот самый. Ну, знаете, попроще надо себя, там, Леонид, там, и все такое, нет, да, и не выговорят они. Здесь меня все называют все время Леон. И мне нравится нормально, Леон, и есть Леон. И сокращенно, типа, от Леонид. Ну, и, соответственно, мы, когда его начинали, я еще тогда толком не знал, что я там буду снимать, и со Светой советуемся, я говорю, как канал назвать, И думали. Она говорит, ну мы же не знаем, что ты будешь снимать. Может, ты будешь путешествия снимать свои по Аргентине. Может, говорит, рыбалку. Может, ты там тоже, как и здесь, солянку сборную, типа, это. Давай-ка же назовем Videos de León, типа видео от Леонида, и все. И так оно запало, и так оно и зашло. Так что ищите Videos de León. Меня там можно увидеть с большими рыбами такими, там 140 000 подписчиков. Один из первых каналов о рыбалке в Аргентине. Понятно, что теперь молодежь меня обогнала. Уже есть многие каналы, которые там и 700 000 подписчиков имеют. Все. Но все они начинали от меня и благодарные такие, потому что я в них считаюсь как это родоначальник каналов, як то кажуть, про рыбалку. И встречаешься с ними, со всеми, с блогерами, с тем, всем. Так что кто хочет посмотреть. Кстати, вчера был на рыбалке в парке, еще не монтировал, сейчас приду домой, может сегодня, может завтра. Если совсем уже нахожусь сегодня здесь, то может не захочу монтировать. И там встретил тоже вот своих подписчиков, которых, ну, приехавших русских. Они рыбачили, молодцы, там дорадо поймали, там ловили живца. Да? А я тут уже со своими подписчиками пообщался. Я тебя там ищу. Не знаю, я так хожу, да и хожу себе. Не хожу, да хожу. Ты сказал, я буду там, я пошла туда, там тебя нету. Хорошо, что ты показал большое дерево. Хочешь? Я начала тебя искать возле большого дерева. Вот, видите, как жены находят мужей по стриму. Света начала смотреть стрим мой, чтобы меня найти в парке.
Ну ты же сказал, я буду тут, я пошла. Увидела большое дерево и меня нашла. Ну вот, так Подожди, что- у тебя какой-то экран грязный. Вот здесь пятно какое-то. Ну будешь лазить пальцем сейчас чистить, Ну, давай. не, ну да, конечно, почистить. вперед или назад? Ну, у тебя Тогда мы переключим передняя сюда. камера грязная. И переднюю, сейчас я тут пузо задрал, оголил, сейчас переднюю камеру майкой своей почищу. Ох, вы видели, какое тут было только что. Чтоб Или все- оно расплывается просто. О, подписался на видео с Леон. Пошли О, посидим, спасибо. оно плывет. Вот всё. тут как раз зрители мои, это, Леон, типа, а коли каже видео будет про рыбалку. Вон сидят под деревом, семейка. Надо где-то остановиться, потому что все плывет. Надо, давай ищи, где остановимся, сюда на солнце прямо. Ну а где? Ну не знаю, хочешь на травку на какую-то сядем. Ну, здесь Хочешь нельзя. вот туда пойдем? Здесь нельзя на травке Вон там, сидеть. где были. Ну, в общем, ребята, мы, давай сядем на солнце. Мы, в принципе, намазались кремом, нам Иди, ты чё? садись. Не знаю, как хочешь. Просто я пошли вижу, под дерево. трансляция плывет. Давай тогда побыстрее перейдем. Да, ребятки, одно мы место сейчас сядем. чуть-чуть шире шаг сделаем, Что ты идешь, типа оно всё до плывет. тенечка. А там, наоборот, сразу приостановимся, и чтобы трансляция не плыла. Но в тенечке, иначе мы же в Южной Америке, а Южная Америка, сами понимаете, здесь с солнцем никто не шутит. Вот смотрите, как народ тут. Куда идем? Прямо пошли. Вот где-то туда. Вот вам, земляки. Так, вон туда. Туда под дерево идем. Так, А куда ты идешь? надеюсь, тут, иду в тенек. Надеюсь, тут все взрослые. Кому там это памятники не нравятся. Сейчас посмотрим, что тут за памятники. Нормальные памятники. Чем вам памятники, не пойму, не нравятся? Памятник как памятник. Кстати, все повытирали ручками, кто там трогал. Знаете, как это есть, типа, там зато подержаться. Так, я хочу в тенек. Я все, нашел себе. Я вот сейчас перелезу сюда, сяду вон там. Если меня тут не забанят. Ну, вообще-то, нельзя лазить за это, но зато тут тенек. Вот так направим. Вот. И будем отвечать. Так, сейчас я ищу уже ваши комментарии. Мы запомнили, что надо обзор на маты, про рыбалку уже подписались. Главные востребованные иностранные специалисты, это, наверное, боливианцы с низкой зарплатой. Вот они всегда требуются. Судя по всему, нет, вы не правы. Сейчас сюда почти не едут боливианцы за зарплатой. В Боливии тоже хорошая, нормальная зарплата, они у себя зарабатывают. Здесь уже не тот период, когда сюда ехали там перуанцы, боливианцы. Они у себя дома сейчас хорошо зарабатывают. Сейчас, как бы вы не удивлялись, но сюда едут в основном русскоязычное население. И даже более конкретно русские. Так что вряд ли боливианцев тут кто-то ищет. Плюс тут своих нищета 52%. Так что тут и свои готовы работать чуть ли и не за маленькую зарплату у тех, кого ее совсем нету. Для этого боливианцы не нужны. Так, теперь очень рад вас видеть вместе с половинкой. Бачишь? Хорошо, что не четвертинка. Ага, как называется Спасибо. закон, по которому Привет. украинцы дают ВНЖ по беженству, где его найти? И надо искать на моем канале, это я описывал и показывал полностью. Вот ищите в то время, как типа по числам, когда началась война. Вот на моем канале видео по вот тем вот числам приблизительно, и вы увидите, там будет. А я скажу по-другому. Открываете любой переводчик, пишите то, что вы вот хотите узнать, переводите на испанский, вставляете в Google Можно и так. и Я просто смотрите, прямо сейчас, да, и тоже смотрите, Google может высветит. там что-то новенькое В уже обновилось. Аргентине там это самое. Все, ну, как бы переводчики для этого существуют, Но поисковые только машины. укажите, что с Украины, потому что это создавалось именно для украинцев. Ну, в связи с тем, что была война, создавался именно для украинцев. Там другие национальности не рассматривались в этом законе. Или не найдете с переводчиком, ищите в моих видео где-то вот 2,5 года назад.
А если найдете, то так, как Светла говорит. Какой у вас примерный расход защитного крема в месяц? Ну, я бы не сказал, что сильно большой, но сколько он? У меня в машине лежит два тюбика. Ну, не тюбика, а такие, как они называются. Ну, летом особенно, когда вот солнце уже начинает припекать, да, и вот сейчас мы гуляем в парке, то мы обязательно мажемся. Если мы просто вышли в магазин, просто прийти в спортзал или просто куда-то, то мы не используем. Если ты знаешь, что ты длительное время будешь находиться на солнце, то да. Если ты уезжаешь в отпуск на 7 дней на море, там я каждый день с утра до вечера просто полностью обмазываюсь кремом, потому что у меня аллергия на солнце, у меня очень белая кожа, и мне, так сказать, я сгорю просто. Я и так загораю даже с этим кремом. То там, конечно, и 2 тюбика может уйти. А если зимой, то ни одного, в зависимости. Если купаюсь, например, то могу и 3 раза в день. Искупался, нанес опять крем, он же смывается. Почему не едете на набережную? Ее нет. Смотря, что вы имеете в виду под словом набережная. Во-первых, я вчера был на набережной. Потом выйдет видео. У нас набережная есть, но вы же не путайте, Буэнос-Айрес же не имеет океана. Буэнос-Айрес находится на реке, река Ла-Плата. Река, которая делит, ну, как бы один берег это Уругвай, а другой берег это Аргентина. Эта река, если вы откроете Википедию и напишите «самая широкая река в мире», это и есть эта река Ла-Плата. И многие путают, так как она очень широкая и не видно ей, как говорят, другого берега, только если вы залезете на 15 этажей в хорошую погоду, вы можете на горизонте увидеть уругвайский берег. Так что вот многие думают, что это какой-то это. Здесь не купаются. Здесь просто набережная для рыбалки, погулять. Сур, Костанера Норте. Да, набережная называется Костанера. В городе есть Костанера Сур, Костанера Норте, то есть северная Костанера, южная Костанера есть. Есть детский парк и вообще тут набережная вдоль всей этой реки Ла-Плата. Потом, если вы имеете в виду набережную Атлантического океана, то Атлантический океан от нас начинается на расстоянии от Буэнос-Айреса 350 километров. Вот нам до набережной 350 километров. Ну или можно поехать в Уругвай, переехать, и там будет дальше продолжаться Атлантический океан. Или можно поехать в соседнюю Бразилию, и там тоже покупаться уже в бразильских водах. Ну, конечно, аргентинцы ездят на свои. Вот Мар-дель-Плата, города на набережной, как Пинамар, Мирамар, Мар-дель-Ахо, ну, в общем, полно. Баия-Бланка там и все такое. У нас есть видео с набережной. Да, самый такой ближайший от нас, океанская набережная, то это 350 километров. Вот мы только вернулись на прошлой неделе. Смотрите мои 2 предыдущих видео, и вы увидите набережную. Набережную. Рыбалка на акулу. Ну, слушай, на реке видите. тоже это набережная? Ну да, набережная. Ну, у нас есть набережная. Зачем? Ну, да. Я только вчера там сидел на той набережной целый день. Сегодня хочу в парке в городе погулять. Розы посмотреть. Воскресенье. Смотри, сколько народу набежало. Да. Да? Все фоткаются. Да, полно. Полно, смотри. А что там еще пишут люди? Ну, пока вот прямо что на набережной нет. Пока ничего. Так, жаль, я тут не могу смотреть, кто поставил, а кто не поставил эти пальчики. Лайки. Лайки. А ну-ка лайкните. лайков? Ну, я не знаю, в этом я не вижу, сколько лайков, но я потом посмотрю. У меня есть один... Всех вычислю. Да, всех вычислю и заблокирую, кто не поставил, лайки. Это... Леня, может, люди посуду моют. Да я шучу, это у меня есть такой блогер один тут, пенсионер полицейский, который на испанском языке. Вот он, мне так нравится, я даже ошалел, когда он мне начал рассказывать, что он вычисляет этих, ну, ведет, кроме того, что на YouTube снимает, он уже пенсионер, все понятно, снимает, конечно, там смешно, но ничего, то не самое главное. Но последнюю рыбалку, которой мы вместе были, и он снимал, и он рассказывал, говорит, у меня есть группа, ну, в этом Фейсбуке, которая относится как бы вот, как канал называется, так и группа. И вот он, если туда что-нибудь ставит в эту группу в Фейсбуке, и он там их вычисляет, типа, кто отреагировал, а кто не отреагировал. Если кто-то 3 раза в группе не отреагирует на его какие-нибудь там, ну, фотки или там какие-то видео, которые он поставил, он их блокирует. Говорит, нефиг, говорит, быть в моей группе, если вы, говорит, не реагируете на мои публикации. Я с него ржу, говорю, блин, мужик, ты точно, говорю, так делаешь, то есть блокируешь прямо, которые там типа тебе не ставят лайки или еще? Да, говорит, он такой уверенный в этом. Еще так, как бы ради анекдотика расскажу, как последнее видео он снимал. Это были мы, и я рассказал, говорю, ну так,
в шутку, ну не в шутку, а сказал, говорю, ну смотри, вот мы сейчас, говорю, парки снимаем на набережной, говорю, видишь, вот тут попугаи кричат? Нет, не кричат. Ну, говорю, ну а потом мое видео, когда посмотришь, ты увидишь, что там будут чуть-чуть попугаи. Я, говорю, специально беру попугая, говорю, пишу звук отдельно, то есть того же парка, все. А потом, говорю, если их плохо слышно, я их чуть-чуть подставляю. Чувак насек себе, ну, типа на ус намотал. Слушай следующее видео, умираю со смеху. Мне так жачно стало. Поехал он там с друзьями на речку, снимал на телефон, без микрофонов, без ветрозащиты. Шум такой, его не слышно, шумит ветер такой, вообще дурь. Такой, видим, что рот открывается, и он что-то рассказывает, но ни черта не слышно. Но зато какие-то попугаи, какаду орут громче ветра, громче его. Я говорю, мужик, ты где взял этих попугаев? Говорит, ну ты же говорил, что надо попугаев ставить. Говорит, вот я пошел в гугле, нашел попугаев, скачал. Говорит, это вообще африканские какие-то попугаи. И орут, что аж ветер перекрикивает. В общем, ржач, как говорят, это подскажи на свою голову. Так и здесь. Буду поступать так же. Кто сейчас вычислил, кто не поставил лайки, всех переблокирую. Ой, это ж поржать надо. Так. Угу. Читай, что тут. Вот. Вы уже получили. Вы уже покупали клубнику и арбузы в этом сезоне. Арбузы нет, клубнику покупаем. Угу. Вот. Чем вы занимаетесь? Как самозанятые? Да, как самозанятые, то есть эти предприниматели мелкие. Что вам приносит удовольствие? Работа, отдых, общение, развитие с семьей. Вот работа точно не приносит никаких удовольствий. Отдых, общение, развитие, семья, вот это, да, приносит удовольствие. Вот. Работать надо, чтобы жить, но чтобы сказать, что она тебе суперски приносит удовольствие, я бы лучше путешествовал. Он, птичек слушал. Но без нее не обойтись, так что тут как бы, ну, для удовольствия работа мне не сильно приносит. Чем россияне приезжие занимаются, где работают? Ну, ищут, как остаться, и работают, как правило, я основную массу, которую я вижу, все работают где-то онлайн. У каждого есть какой-то свой бизнес, то ли в России там остался, то ли где-то какие-то программисты, то ли кто-то криптой какой-то торгует, кто-то еще какую-то такую. Некоторые попытались открыть там, ну, попытались, потому что некоторые открыли, но ресторанчики какие-то. Открыли? Ну Работает? да, я же скажу, ресторанчики какие-то, но это мало пока что. Ну, сколько ты, 3-4 штуки от силы нашкребешь знать. Так что так, 50 зрителей, 55 лайков. О, спасибочки, там человек посмотрел, бо у меня на этой программе не Люди показывает. работают по-разному. Кто-то лепит Да. пельмени, продает между своими. Да, вот между своими Кто? много в телеграм-канале, там общаются, находят, как говорят, кто-то кому-то пельмени какие-то делает, кто-то коптит, я знаю, там рыбу ловят, коптят, продают, копчености всякие. Кто-то на ремонтах на каких-то устроился. Вот кто-то... недавно один мой товарищ мне рассказывал о том, что они там Не все что-то онлайн. сушат какую-то икру, делают там и вот продают. То есть каждый кто как умеет. Кто как умеет, так и крутится. Ярмарка здесь есть русская. Иногда они там собираются, не знаю, 2 раза в месяц, что ли. Продают свои товары какие-то. По-разному люди, не все онлайн. У кого-то там, к примеру, осталось пару квартир, живут за эти Да, деньги. сдают. По-разному, все по-разному. Некоторые со сдачей там недвижимости живут. Так что, ну, во всяком случае, Большая я половина, конечно, онлайн. на стройках вряд ли работает пока. Работает для них. Что. Работает? Работает, Ну, знаешь, конечно. я не видел, не знаю. Я же говорю, вряд ли. Ты тиктоки не смотришь, ютубы не листаешь. Не, я Ютубы не. ты не смотришь, кто тебя знает? Ну, Я меня не спрашивай. тиктокер. Я все знаю. Ну, у вас сегодня есть у кого спрашивать. Мое дело сегодня только селфи-палку Не носить. надо, у меня есть микрофон, меня Да, обязательно. мое дело только селфи-палку таскать. И люди У вас по-разному. сегодня всё. редкая возможность получить Есть люди правдивую работают и информацию. нянями, и уборщиками работают люди. Те, кто вновь приехали, по-разному есть, по-разному. Но половина где-то, конечно, большая половина это онлайн. Вон, покажи люди, как занимаются вон. Вон, Тайчи, тайчи. да? Или как Кстати, он называется? все, видите, в возрасте. Вон, Ну, правильно, занимается это- тайчи в Знаешь, возрасте. как это сложно? Вот так, помаши медленно да. руками. Вон, медленно вот так. приходили в парке и Ну, вот занимается преподаватели себе там ребятка. есть, это платная группа, люди заплатили, пришли, позанимались. Да. Вот Так, чё- занимается кто-то тренером по фитнесу устроился, а кто-то еще. По-разному люди все.
Музыка такая, да? Да, какие профессии с высоким доходом сейчас? Преподаватель, доктор, шахтер и так далее? Или таких нет? На нефтевая, нефть, короче, все, что связано с этим. Но туда надо, наверное, фиг устроишься просто так, без этого. Я вам скажу так, как я рассказывала, может, там не слышно было, вы можете быть обычным, к примеру, контадор публико, как называется? Бухгалтер? Бухгалтер. Вести социальные сети, объяснять людям всякие новые вещи, рассказывать. У вас будет полно клиентов, вам спать не будет когда. А если вы будете просто на работе сидеть тем же самым бухгалтером, окончившим тот же самый факультет, но просто будете на дядю работать, но будете получать там, не знаю, 900 тысяч, да, пускай долларов. Но это $1000 в нынешней экономике, это очень мало. У нас цены дороже, чем в Европе на некоторые товары, продукты питания очень дорогие, одежда дорогая, все дорого. Поэтому здесь, чтобы жить семья из 4 человек, я считаю, мама, папа, 2 детей в съемной квартире, как минимум надо $3000, это минимум. А если детей в частный садик, школу, еще больше. Так что, как люди могут зарабатывать по-разному. Кто-то работает учителем на одной работе, а кто-то на 3 работах, плюс директор еще какой-то школы, еще плюс какие-то дополнительные занятия. Ну, как во всем мире. Аргентинцы – это та нация, которая имеет varios kioscos. ¿Qué quiere decir? Что это, о чем это говорит? У аргентинца у каждого есть несколько работ, несколько доходов. 2, 3, 4, 5. Они не живут только на одну зарплату. Каким видом предпринимательства вы занимаетесь? Ну, когда каким? В принципе, компьютерами, интернет-магазином, съемками видео всевозможных. Таким. Как у нас в Аргентине говорят, creador de contenidos. Да, вот, в гугле посмотрите, что это, creador de contenidos. Так, теперь, есть те, кто бомжует? Есть, конечно. Ярмарка русская как раз сегодня будет. А вот, видишь. Так, куда же без бомжей? Ну да. Картоза 1200 песо. Я не понял, что это. Ну, Картоза 1200 песо. Я не знаю, что такое картоза. я тоже не знаю, потому как. Смотрел? Я смотрел пару фарм-моделей из Буэнос-Айреса. Веща. Ну да, в Буэнос-Айресе девчонки зарабатывают и на этом. Вот они с утра на одной работе, а потом на другой работе. Сколько нужно платить соцвзнос как самозанятый? Какой соцвзнос? Нет никакого соцвзноса. С налоги. Есть самозанятым считается монотрибута. Вы в налоговой инспекции оформляетесь, выбираете 3 вида деятельности. Одновременно можно вести 3 вида деятельности. Можно одну? Нет, можно до 3 видов деятельности одновременно. Если вы потом какую-то решили бросить, можете открыть другую, можете одну вести. Вот. К примеру, скажу на своем примере, а таким образом будет более понятно. Один из видов деятельности, официально оформленный налоговой инспекцией, у меня это ремонт и продажа, ну типа ремонт компьютеров и продажа компьютерных запчастей. Второй мой вид деятельности это YouTube. Он тоже записан в налоговой инспекции, мы выписываем счета. Третий вид деятельности – продажа спортивных товаров в онлайн-магазине. Вот и вы выбираете так. Потом, да, вот, спортивных, ты можешь продавать луки, там всякие, даже вот эти воздушные воздушки всякие там для стрельбы. Спортивных товаров, рыбальства и охоты. Попей. Давай. Вы это оформляете официально в налоговой инспекции и выписываете все, что вы продали, выписываете счета. Отсюда ваши счета копятся в системе, потому что у нас выписываются счета прямо или в телефоне, или через компьютер, но выписываются прямо на сервере, на сайте налоговой, налоговой, одним словом. А не так, что вы бумажку какую-то выписали и дали кому-то, в зубы ее тыкнули. Это не счет, это развод. Соответственно, там каждый месяц уже налоговая знает, сколько вы заработали. Отсюда раз в 6 месяцев вычисляется за прошлый год. Это сначала не понять, но это так. То есть, допустим, в июне, в январе месяце вы пишете в налоговой такую декларацию, заходите на сайт налоговой, есть определенные там 20 дней, сколько вы заработали за прошлый год денег от ваших деятельностей. Отсюда вам будет начислен налог на следующие 6 месяцев, который вы будете платить государству. Этот налог будет включать в себя налог государству, туда же включаются ваши пенсионные взносы на вашу будущую пенсию, туда же включается в обязательном порядке медицинская страховка.
Потом проходит, допустим, июнь месяц. И в июне снова вы должны сделать то же самое. Но расчеты ведутся от прошлого июня до этого июня. Отсюда перерасчет на следующие 6 месяцев. То есть вот, да, годовой расчет, но перерасчет на следующие 6 месяцев. И так все время делаете. Плюс вы еще должны платить налог в провинции, в которой вы живете. Вот у нас городской налог есть. Самый минимальный, насколько я знаю, даже такой упрощенный, сейчас где-то 32 тысячи в 2 месяца. Это такой минимальный, который вообще как бы не рассчитывается. 32 просто. доллара, скажите. 32 доллара в 2 месяца. Да? Если вы работаете, если вы живете в Кордове, вы должны платить, кроме общего вот этого налога, еще в Кордову должны. Если кто-то живет в Хухуе, он платит в Хухуе налог. И плюс вот это, что я сначала сказал. Если кто-то хочет открыть и торговать интернет-магазин или просто магазин, но торговать на всю Аргентину, ну то есть интернет-магазин имеется в виду больше. Почему? Потому что такой магазин он все равно считается там, где физически, там, где он стоит. Там не считается, кто из покупателей из какой провинции приехал. А интернет-магазин, допустим, у меня удочки купили в Кордову, а катушки купили какую-нибудь Мендосу, а еще кто-то купил там в Санта-Фе. Все это обсчитывается, и есть такой налог, называется Convenio Multilateral. Convenio Multilateral – это создан специально упрощенный такой налог общий, который потом распределяется по всем провинциям, в зависимости от того, сколько, куда, в какую провинцию ты продал, ты должен туда платить. Это, конечно, чуть-чуть заморочливо, для этого у меня есть бухгалтер, который это все рассчитывает. Я ему плачу помесячно за то, что он мне Convenio Multilateral будет рассчитывать. Но если вы хотите, вот так вот отсюда исходите. То есть это нету такого, что вот самозанятый, значит, сколько ты будешь платить, столько-то, столько-то или столько-то. Все будет зависеть от того, сколько вы будете счетов выписывать, сколько вы будете получать денег от вашей деятельности. Отсюда все будут каждые полгода, у вас будут пересчеты. А не так, что я там пришел, у нас тут было такое немножко, как бы называлось социальные моноатрибуты, которые создали типа чуть ли не для бомжей, которые тоже считались все предпринимателями, но они ничего не платили, а им платило государство вот это пособие, но это считалось как их зарплата. Это был прикол, создан для того, чтобы сказать, что в Аргентине кончилась безработица. То есть каждый бомж, он теперь предприниматель. Он же не безработный, он же... Но вроде бы сейчас начинает урезать снова вот эту всю фишечку с безработными, которые являются предпринимателями, но которые ничего не делают. Им убрали медицинскую страховку. Медицинскую страховку. Ну, я же скажу, фишечку саму уже начинают урезать. По чуть-чуть, потому что они, в принципе, получают пособие, но в то же время все считаются как бы еще и предпринимателями. То есть предпринимательски получают пособие. Так что вот так вот где-то. Так, есть строительные бригады славянские, думаю, что где-то есть, но я не знаю, я когда-то тоже был в такой бригаде, когда только приехал, а сейчас, наверное, из тех, кто тут есть, наверное, я видела есть. пару реклам на побережье. В Фейсбуке как-то видела рекламу. Так, есть, а как физически можно работать сразу на 4-5 работах? Есть вакансии занятости по 2 часа в день? Ну, смотрите, к примеру, учитель. У него в одной школе, я знаю конкретных людей, да, в одной школе у него может быть с утра 2 урока. Потом у нас школы, например, многие с утра учатся дети, есть школы после обеда, есть школы на полный день, да. Вот она пришла с утра, 3 раза в неделю, в одной школе дала 2 урока. Потом следующий, во второй школе в обед какие-то уроки или в другие дни. А потом еще директором школы работает, к примеру, да, вот есть такие люди, да. Или я вам про другого расскажу, он работает водителем автобуса. Уже не водителем, а он уже... Ну сейчас, давай расскажем про то, когда он работает на 2-3 работах. Это ж так, это ж вопрос не про то, где он сейчас, конкретный этот человек. То есть он водитель... Сейчас уже он проверяющим работает, просто, Хорошо. Но тоже имеет свой магазин. То есть повысили его сейчас он водитель автобуса. Ездит свои 8 часов на автобусе рейсовым водителем, а потом прибегает, и дома у него интернет-магазин, и он сидит в ТикТоках, показывает свои товары, продает, отправляет посылки. Вот вам и 2 работы. Сейчас он проверяющим на линиях уже, и дальше ТикТокает и своим интернет-магазином занимается. И плюс еще снимает видео на... Да, еще видео снимает. На ТикТок. Ну вот вам и 2-3 работы. Онлайн и видео. Вот у меня компьютерные заботы, вот у меня заботы там
по продаже, как говорят, товаров в интернет-магазине рыболовных, и плюс видео, которыми тут же я и как бы рыбалку снимаю, и показываю, чем я пользуюсь. Это как раз еще то же Есть самое. люди, которые работают, к примеру, 8 часов, да, рабочий день. Потом вечером они еще, к примеру, могут учиться где-то, да. А в воскресенье и в субботу, в пятницу делают альфахорес или печеньки, такие кукис. И вот ходят, прямо я видела в парке на Палермо, продают в субботу и воскресенье. Вот люди работают 8 дней в неделю, скажем так. Ночью пекут эти печеньки в пятницу, к примеру, да. В субботу, воскресенье ходят еще и продают. А понедельник опять на работу. А ночью еще и на учебу некоторые. Да. Йоу, Леонид, рад Потому, когда возвращению говорят, ваших что стримов. аргентинцы медленные, аргентинцы спят сиесту, аргентинцы такие-сякие, ну, к столице это не относится. В Аргентине, в столице все всегда открыто, никакой сиесты здесь нет. Здесь людям некогда нормально спать, они спят по 5-6 часов, те, кто работает. Как я шучу, аргентинцы до сих пор не покорили мир просто потому, что им это не нужно. Если бы они все захотели, им давно уже мир покорили. На Марс марсоход делали. Так что аргентинцы еще пашут и пашут, когда хотят. Так, Леонид, рады возвращению ваших стримов. Приветствуем Светлану. Погодка Привет. классная у вас. Кто? Отлично. Погодка А, классная. да. Не жарко, не холодно. Сам взнос копье. Самое главное нишу найти. Ладно. Так, что изменилось с приходом президента Милея, что изменится в ближайшие годы? Что изменится в ближайшие годы, никто не знает, по-моему, даже сам президент Милей. Вот. А что изменилось с ним пока что, так вот в реальности все подорожало в 10 раз. Вот и все. А не идти в наем. Ну, это кто как привык. Для меня очень трудно перестроить свою башку. Смотри, Очень трудно перестроить. Тут-то. А как перестройка началась, с тех пор я всегда занимался своим делом. Так что, ребята, знаете, это кому как. Так, познакомьтесь с нашим жителем аргентинским. Смотрите, я сейчас к нему прямо в домик вас подниму. Так, палку селфи сделаем повыше, стрим пойдет прямо с гнезда. Он только что выглядывал, видите, вон там гнездышко классное. Вон там гнездо. Они вот вьют гнезда на таких фонариках. Только что выглядывал. Так что вот так. Мы вам куда хочешь можем этой палкой селфи достать. Ты птичку испугнул. Она улетела. В нашем мире перестраивать голову надо чуть ли не каждые 3 года. Это правда. Все так быстро меняется. И 10 лет назад было одно, сейчас другое. Через 10 лет вообще будет третье все. Нет, Лёнь? Да. Сейчас надо голову уметь. Вот самое Сейчас главное уметь перестраивать голову. Да, адаптироваться. не перестроишь под какие-нибудь понятия, эти вот искусственный интеллект и все остальное, и уже останешься как за Одевай бортом. черные очки, я почитаю комментарии. Давай. Ты глаза уже слезятся. Давай, через год одевай. будешь за бортом вообще истории. Да. Так. Садик за 1,5 года с 20к до 35к песо выросло. Ну вот. Ну вот я там говорю, все выросло, блин, зарплата Да. осталась, а то и меньше А стало. некоторые вещи поднялись, ну, прилично. Некоторые в 2 раза, некоторые в 3, некоторые в 10. Возьми Ну, про- бензин. Бензин в 3 раза, да? Да больше, наверное, уже. Ну, было 400 песо в прошлом году. Ну да, а сейчас 1100 с лишним за литр. Ну, в 3 раза. Уже почти 1200. 4 раза. Уже в провинциях 1200 с лишним. Хорошо, Ну, я же говорю, 4 раза. 4 раза, вот за полгода. Еще года не прошло. Так, какое самое приятное место для жизни в Аргентине? Мендоса, если работа онлайн. Ну, смотря вам, не для вас знаю. что приятно? Вот смотрите, для вас приятна природа, или для вас приятны рестораны, или для вас приятно, чтобы никого рядом не было, вот для вас приятно, или вы хотите кучу народа, вот толпу, как здесь вот ходит. Да. Или вы хотите Что горы, для вас приятно? или вы хотите океан. Есть еще такое дело, как климат. Я вот была когда в Кордове год назад, мне там климат не понравился, там очень сухой климат. Он не всем подходит, в носу сушит. Я порезала немножко палец, он так за 10 дней там и не зарос. Буквально приехала в Буэнос-Айрес, за 2 дня все заросло, да? Угу.
Есть климат очень влажный, есть климат очень ветреный. В Мендосе там очень часто ветра вот эти, которые с этих гор. Ну, надо смотреть. Опять же, что вам нужна пустыня или вам нужна цивилизация? То есть, если вы человек в возрасте, вам нужно там, не знаю, можете доктора какого-то посетить, может, вам нужно, чтобы вам еду домой доставили, может, вам нужно, чтобы вам там куда-то что-то отвезли, куда-то что-то быстро привезли, чтобы все это было рядом, выйти в магазин, выйти там в овощной. В Мендосе там все спят до 6 вечера. Я там бродил по городу, смотрю, людей нет, думал, Но блин... ты в самом городе Мендоса был? Ну, какая разница, провинция Мендоса, Сан-Рафаэль, Ой, ну. город Мендоса, какая разница, какой город. Там все равно А привычка если такая, Мендоса столица? там такая привычка у людей, там жарко, и они в этот период просто, блин, закрывают все, магазины, я уже думал, они никогда не откроются, они когда солнце садится, начинают открывать магазины. Смотри, Лень спрашивает, какое место... Ну, если провинция Мендоса, это же большая провинция. Если город Мендоса, это совсем другое дело. Ну, тебя про город спрашивали? Нет. Ну, Ну, тогда так чё я ты не знаю споришь? про тебя. Ну, Я так не вот ты чё. спорю, я спрашиваю, пускай человек напишет, город Мендоса его интересует или просто Мендоса. Да все равно ты не была ни в городе, ни в провинции. Что тебе, какая разница, что он там? Просто Мендоса. Просто я считаю так. Есть люди, которым нравится океан, есть люди, которым нравятся горы. Есть люди, которым нравится какая-нибудь там пампа, и он будет от балды. А кому-то снег нужен с лыжами. Это все вот не скажешь. И это, такое можно в Аргентине найти почти везде. То есть как найти. Кто хочет океан, найдет океан. Кто хочет горы, найдет горы. Так, Там. тут обсуждают детские садики. Еще у местных традиций день рождения. Ой, я пошел занимать место. Ты придешь? Куда? Вот увидишь сейчас. Если успею. Ладно, идем занимать место. Опс. У меня тут сейчас сдохну от жары. Просто там на жаре, на солнце уже просто дуба режу. А тут как раз поднялась. Ну да. Ой. Так. Еще и у местных традиций день рождения в садике группой отмечать немножко затратно. Хорошо, что раз в год. Да. Они собираются кто-то в Макдональдсе, кто-то в специально отведенных, как они называются, пелотейро есть такие Да, вещи. были Да, такие да. раньше парафиестас. Вот когда был ковид, так сказать, все в парках это все дело праздновали. Да, такая традиция есть. У нас у Николя здесь родился, да? Так как он родился в январе месяце, в конце января. Но в конце января мы не праздновали, потому что здесь Отпуск. никого У нет. всех каникулы, все разъезжались. Получается, здесь в Аргентине есть много вариантов работы на неполный день. Просто мы привыкли, что если водитель автобуса, то это смена с 5 утра до 23. Если учитель, то с 8 до 18, плюс домой несут. Ну, учитель с 8 до 18 тоже есть, если это школа на полный рабочий день. То есть есть школы, которые, есть и те, и их те. немного, есть школы, которые называются турно комплето, и утром, и вечером. Тогда да, один учитель сидит целый день в школе. Но поверьте, он приходит в 18 часов домой, и у него еще могут быть пару учеников онлайн, у него еще могут быть какие-то другие делишки, магазинчики онлайн, все что угодно. Тормозит, не может быть. Это в Палермо, наверное, у нас строго до 17 и домой, район улица Ортигеро. Так, гнездо рыжего печника, символ Аргентины. О, понятно. В нашем районе много иммигрантов 25-27 года из России, им уже по 80-90, очень рады молодым. Так. Уверяю, дни рождения детей отмечают не только в Аргентине, еще и аниматоров приглашают. На наш вкус в Буэнос-Айресе отличный климат. Воздух не слишком сухой, не слишком влажный. Температура круглый год тоже чаще всего приятная. И природные катаклизмы редкость, в отличие от других мест. Да, это правда. В Аргентине, я бы сказала, есть 1 месяц, иногда 2, январь-февраль, в зависимости от какой год, сильной жары. Ну, вот прям нереально жарко, да, январь в основном. Ну, в основном И январь, да. зимой тоже есть 1 месяц такой какой-то не очень приятный. На 10 месяцев в году отличная погода, правда? Подобайка. Дякуємо. Так, все нормально, не тормозит. Зато благодаря традиции приглашать на день рождения весь класс, новичкам очень легко вливаться в коллектив. Да, это правда. Аргентинцы вообще любят коллектив, вот коллективные всякие вещи, собрания. Вот они Чувство любят локтя. людей, чувство локтя, поцеловаться, обняться. Вот когда мы 1 раз поехали на рыбалку, расскажи. Да. А ну дальше. 1 раз
поехали на рыбалку со Светой, ездили на одну реку, а потом заехали в один кампинг. И это был рабочий день, то есть народу у кампинга вообще не было. Вообще было озеро и кампинг, ну вот так типа озеро. Мы приходим, ни одного рыбака, мы становимся, берем просто одно место, я закидываю 3 удочки, раскладываем свои вещи. Через полчаса приезжает аргентинец на машине. У него его ребенок такой, который еще не умеет ни Лет удочки 8. забросить, да, лет 8. Он становится прямо напротив нас, этот ребенок становится за 5 метров от нас, начинает швырять эти удочки. Этот мужик становится сверху, вот там такой типа обрыв, включает свой футбол на всю громкость, блин, и сидит, он балдеет с этим футболом. Этот малой все время пытается через мои удочки перебросить и зацепить. Я, блин, так думаю, ну что тебе озера мало? Ну вообще никого нет, вообще нас только мы и они подъехали. Но он станет именно за 5 метров от тебя и будет швырять именно вот там. И ничего не скажешь, хочешь, не нравится тебе, можешь пойти Пляжи, куда-то перестать. пляжи. Да, пляжи то же самое. Есть пляжи, но есть же пляж подальше немножко стань. Да, Не надо. они будут рядом с тобой садиться и все, потому что Так, чувство локтя надо. Да. Мне Мар-дель-Плата понравилось. Жили недалеко от парагвайских крестьянской церкви. Да, тоже Мар-дель-Плата хороший город. Так, ну все, будем закругляться, поехали домой. Да, поедем, Что и наверное, так мы, уже мы ребята, 12 часов, что-то ну. еще сделаем. На 12 часов уже давай будем Так собираться. что все, ребятки, всем пока. Всем пока. Спасибо за, как говорят, путешествие с нами по Буэнос-Айресу. Не забываемся подписываться, ставить подобайки и этот самый, слать донатики. Пока.